Привет, друзья! Мы продолжаем наш проект 170 квадратных метров. Ссылка на плейлист, где все видео из этого проекта, есть в описании, и она появится у вас вверху. Ссылка на плейлист со всеми видео отсюда. Также напоминаю, у нас есть телеграм-чат, телеграм-канал. Ссылка на него также есть в описании. Что, продолжаем мы каких-то 170 метров, мы уже вышли за рамки этих 170, потолки у нас 170 метров, а так-то мы в прошлом ролике занимались стенами и чуть-чуть потолками. В этом мы тоже будем заниматься и стенами, и потолками одновременно, поскольку какого-то общего там прям логистического хода у нас нет. Потихоньку делаем стены, сделали стены, поднимаемся наверх, делаем потолки. Что ты там? Ты уж в темноте, ты шкуришь в темноте. Вот смотри, ты ничего не видишь там, ничего не видишь. Ты ничего не видишь, она шкурит в темноте. Я все вижу. Порицание, порицание. Куда? Кому тень падает удобнее? Нет, не пойду я, далеко не уйду. А что мы делаем? Мы ошкуриваем. Мы здесь все зашпаклевали многократно, наклеили сетку на стены, да? И теперь ошкуриваем. А ну-ка, сильно мигает, уберу. Так не мигает, но ничего не видно. Короче, здесь гладко. Здесь реально гладко-гладко, как и должно бы быть в принципе. Мы их подровняли, стены, перешпаклевывали несколько раз, довели прям до какого-то чуть не до глянца. И теперь подшкуриваем, подшлифовываем. Я решил это делать вручную, не машиной, поскольку у нас там есть сеточка, и она местами, где бугорки, она как бы может очень близко находиться к поверхности, поэтому машиной будет слишком сильно. Поэтому вручную, аккуратно, наждачка 240-я. Вот. Аккуратненько, аккуратненько делаем. А ну-ка попробуем свет опять, чтобы понять, как оно. Не, ну так слишком. Не, попробовал, прислонил, свет нет, не получится. Короче, можете поверить на слово, это получилось гладко. Даже без задиров, без ничего такого. И подровняли угол и так далее. Ну, займемся сейчас этим, и потом, скорее всего, поднимемся на потолок. Мы отшкурили потолок, верхнюю часть карниза, весь потолок, примыкание к розетке. И нам осталось подшкурить падугу и карниз, нижнюю часть его. Но вот Ксения, я пришел чуть позже, она начала вот здесь, где-то за печкой, по-моему. Говорит, я все вместе. А вот все вместе лучше не надо, поскольку у нас сейчас светильники все как бы снятые, они внизу. И для того, чтобы хорошо видеть карниз, лучше поднять светильники, вот на такие мои подставочки вот эти вот. Поднять их прям повыше, чтобы они прям вдоль карниза бил свет, тогда будет лучше. Будет лучше видно. Не в темноте, понятно? Что ты отмахиваешься? Давай, подсвечивай себе. Я вообще в руку беру этот самый, вот так прислоняю его. Ну, так мигает, конечно. Я вот так прям прислоняю сбоку и шкурю. И нормально получается, вроде все видно. Ну, ладно. Что видишь? Я уже снимал такое. Только мы тут были. И мы там были, а это другой ролик. Мы заканчиваем ошкуривать карниз. Первый раз мы, когда до работы со стенами, мы сделали верх, вот верхнюю тягу только, и сам потолок. А падуга и нижняя часть мы не трогали, ну, чтобы не изгадить шпаклевкой, когда будем работать. Сейчас самое время заниматься таким. Подшкуриваем все. Подшкуриваем, это финальное ошкуривание. Мы производим это ошкуривание наждачкой 120. Этого достаточно и хорошо. Если стены мы обрабатывали вот здесь, 240 была наждачка, поскольку это прям вот здесь, то там нормально. И я уверен в краске, которую мы будем красить. У нас краска есть. Мы ею работали не раз, это Phoenix Matte, то есть она как бы как какая-то высокотехнологичная побелка. Она прям все вот эти от 120-ки, если что-то и осталось где-то, она это перекроет с лихвой. То есть, причем мы будем красить в 2 слоя. Так что будет все хорошо, я надеюсь, с этим. Так, вот так выглядит неошкуренное, полностью неошкуренное. То есть то, что мы делаем, да? Вот я надеюсь, что камера видит это. А вот здесь Ксения уже прошлась, она уже здесь пошкурила. Здесь пошкурено, здесь готово. Верх готов, тоже пошкурен. Вот, собственно, так и останется под краску. И мы оставляли вот такие метки себе карандашом, где вот, ну, вот скололась часть. Не знаю почему. Может там припарочка где-то была, еще что-то. И по этим меткам потом, когда мы будем шпаклевать чего-то еще, мы можем даже симлайтом доберем эти места. Но это будет перед самой покраской, когда мы все прогрунтуем перед покраской полностью. И можно будет вот такие места оперативно заделать. У нас таких мест немного. И еще я говорил об этом, по-моему, в прошлом ролике, что у нас я не обнаружил ни одной трещины на 2 потолках. То есть в этой комнате и там в соседней мы вот эти части везде пошкурили, и никаких трещин нет.
Ну вот так. Как-то, ну вот видно, где не шкуренная, вот такая дичь. Всякая, поскольку мы здесь работали шаблонами, что-то где-то затянулось туда, это вот здесь не пошкурено абсолютно. И здесь как бы еще раз, вот как выглядит готово. У нас следующий день, 4-е, по-моему, сегодня число у нас. Ну, да, продолжаем мы подшкуривать карнизик. Вчера, ну, мы поздно начали довольно-таки, после стенок. Стенки у нас время забрали серьезно. Ну, и осталось вот половина комнаты за печкой там еще. Вот. Сделаем это, дальше посмотрим, что будем делать. Может быть, подгрунтуем сразу же потолок и падугу карниза. Хорошо обеспылим предварительно, чтобы можно было прошпаклевать уже какой-то полимерочкой. Все мы пошкурили, подготовили, убрали пыль везде, все подубрали. Полы, потолки, все убрано. Ай, ты на меня брызгаешь. И, в общем, что, грунтуем. Грунтуем мы только падугу и грунтуем только потолок, поскольку нам надо и эти места пошпаклевать. И чтобы лишний раз не перегрунтовывать все эти карнизы, чтобы не получить каких-то пленок, мы их стараемся на них не лить, именно на части карниза. На верхнюю и нижнюю часть, потолочная, и вот эта вот стеновая часть. Грунт это какой у нас? У нас мало тиф-грунта олигарторского осталось. Мы его под покраску возьмем, а это обычный кнауповский тифингрунт. Чуть больше, наверное, чем 1 к 1. Да? 60/40 где-то вода-грунт. Чисто вот, может, микропыль какая-то, прибить ее, убрать и нормально. Потому что под полимерку, в принципе, будет нормально, будет достаточно так сделать. Там 1 раз всего на все пошпаклевать. Надеюсь, что 1. Загрунтовали мы в этой комнате все, что нам нужно было. И пойдем мы... Нам сейчас время еще есть до вечера какое-то. Пойдем мы это самое. Вот в этой комнате у нас здесь тоже пошкурен потолок только. И верхняя часть карниза. Вот это все сделано. А дальше стену мы не шкурили. И времени у нас не так-то много сейчас остается. Я думаю, что мы сейчас карниз сначала поделаем. Вот низ карниза и падугу, собственно. А завтра там или когда можно будет продолжить шкурить стену, поскольку мы вот сюда же не дошли, до печки. Не дошли мы сюда потому, что здесь вот так. Здесь не доделано, и вот этот кусок штукатурки, вот он. Вот как бы вот рука моя лежит вот здесь, и вот так, да? И вот там уже голая штукатурка. Вот так теперь получается. Хоп-хоп. То есть здесь штукатурка висит сама на себе. И здесь мы не грунтовали, не клеили сетку, ничего. Здесь просто подровняли шпаклевкой. Ждем, пока с той стороны кирпичом, наверное, будут выкладывать эту стеночку. Вот. Когда они сделают, тогда можно будет уже вот здесь заниматься. Что-то здесь сделать, и потом все вместе, как бы, наверное, ошкурить всю стену. Ну или как-то так. Ну, в общем, пока вот будем убивать время на карнизе. Вот. У нас есть чем заняться. Правда, тут окон миллиард притащили сюда. Заставили все, и мы не сможем как бы вот сюда пробраться в тот угол. Но может когда-нибудь их уберут, порасставят на места. Ну хоть сколько можем, вот столько можем захватить, как бы вот так вот, такую часть и сделать ее. Так, у нас сегодня 5 число, 5 октября, и мы начали шпаклевать потолок. Вчера мы его подготовили. Вот эта комнатка, где у нас такая светленькая печка, вот с этой новой розеткой. Короче, шпаклюем мы чем? Мы шпаклюем тем, что у нас есть. Сейчас покажу, что у нас есть. А есть у нас вот такая Кайман, шпаклевка финишная, которую мы должны были когда-то применять на другом объекте. Вот я взял ее сюда попробовать. Как бы, как она себя ведет. И закупали мы ее еще весной. Ой, короче, она отличается от Родван пасты. Она сильно отличается от Родван пасты. Наша поверхность, это же не однородная какая-то плотная, одинаковая поверхность вглубь, да? У нас где-то и новая штукатурка, и старая штукатурка, и где-то больше шпаклевки, где-то меньше шпаклевки и так далее. И поэтому выровнять впитывающую способность обычным грунтом глубокого проникновения у нас не особо получается. У нас она как бы хорошо воду быстренько выхватывает поверхность. Поэтому Ксения наносит валиком, а я снимаю шпателем сразу же. Пойдем вблизи посмотрим. Она как будто бы с минералами какими-то, она вытягивается, она вот прям классно, то есть поверхность супер, поверхность классная, но ею неудобно работать. Вот Родван пастой было бы удобнее, но мне надо ее потратить, эту шпаклевку куда-то, то есть использовать ее в работу. Поэтому я буду ее использовать, пока не выработали. И кто-то придумал, какой-то не очень умный человек, такую шпаклевку паковать в ведра 25 кило, ребята, 25 кило ведро, там ручка гнется. Вот. Не знаю, хоть полдня бы в жизни носил бы такие ведра.
Она хорошо, нормально, в принципе. Мы чуть-чуть подбодяживаем водичкой ее, самую малость. Но видно вот, она как бы вот такая какая-то, вот так получается. И следующим, оп, я ее пригладил как бы. Опа. Вот. Получается хорошо, поверхность классная, но как бы, вот мне кажется, Ротман паста удобнее в работе. Я думаю, мы дойдем еще в нашей работе до Ротман пасты, и там у нас будет сравнение в руках. Как бы. Я думаю, она, собственно, Ротман паста, а здесь же Ротман финиш гипсовая, она будет получше работать. Это тоже работает, но хотелось бы, чтобы получше. Размазываешь. Вверх, подальше вверх. Да. И выше. Прям туда, прям вот так, вот поворотик. Заляпать еще на всякий Ничего там не заляпается. Может был смысл нам это самое, не шкурить тяги, потому что что-то, как бы чуть-чуть где-то капелька попадает. Но это не страшно. Я не считаю, она беленькая, она светлая, видно. А ну-ка уйдем отсюда с этих мигалок, от них. Видно, что она более светлая, чем вот эта, чем гипсовая, да? Ну, если капелька где-то попала на саму тягу, то можно потом подшкурить. В принципе, то же самое, вот так, тоже валиком раскатывает в сене. И потом шпателем снимаем туда-сюда, туда-сюда. Ну что, вот мы пошпаклевали. Вот оно и готово, высохнет, и можно будет шкурить. Это можно даже завтра, наверное, делать. А сейчас вспомнил я момент такой, мы вчера приготовили вот это место получается, вот где откос отклонный, вот эти вот валики. И вот там же не было штукатурки, штукатуры не доштукатуривали до карниза. Это специально, чтобы мы сами могли бы там хорошо, нормально сделать. И мы заштукатурили, вот видно, вот эта темная полоса, это штукатурка. И сейчас мы ее прикроем, обычный Ротбанд финиш гипсовый. Пойдем наверх. Ты наделала там, смотри, что делает. Ты уделала валик. Я вижу. Палево. Нет, вырежи это. Нет, не вырежу. Вырежи. Не вырежу специально. Я тут один раз выложу? Аккуратность. А ну-ка с другой стороны вырежем. Сюда. Ой, как высоко. Да, один, надеюсь, что это раз. Вот так вот здесь получается. То есть это новая стена, но она шла по существующему, как бы мы же сделали здесь валик изначально. Да, и вот как-то вот так оно и получается. Вот такое вот что-то. Надо как-то это чуть-чуть подровнять. Немножечко. Здесь, здесь норм. Здесь наоборот бугорочек. Можно будет потом немножко его сошлифовать. Но надо вот это вот дичь закрыть. Вот это вот такое что-то. Тут еще больше. Вот сейчас разочек пройдемся. Да и нормально, наверное, будет. Вот так это выглядит сейчас. И будет получше. Будет как здесь вот. И потолок вблизи, не знаю, мигает, немного помигивает. Вот так подшкурить чуть-чуть какой-нибудь, там, не 120 взять, там, какую-то 150, 240, слегонца, вот это вот какое-то что-то чуть подсбить, и все, это можно красить. Это готово, плоско и гладко. Так, следующий день у нас. И ошкуриваем то, что вчера наделали. С одним но я пришел позже к Ксении. Вчера говорил, как-то это забылось. Надо было тут, где мы прошпаклевали, еще раз прошпаклевать сразу же. Но теперь уже пошкурили, и теперь там пыль. Вот ладно. После того, как ошкурим, можно будет чуть-чуть пошкурить здесь, вот, под карнизом. И прогрунтовать, еще раз перегрунтовать. Ну, по пыли не будем мы шпаклевать, конечно же. И еще раз чуть-чуть там подправить. Нам не удалось за раз там сделать. Мы уже делали вечером, не успели перенакрыть, как бы, следующим слоем. Ну что, говоришь, 150-ю, да, взяла? Да, 150 вообще. Угу, 120, говорит, оставляет следы на ней, да? Ну, сейчас я тоже пойду пошкурю, посмотрим, потом поднимемся, посмотрим, что получается. 120, как говорит, царапает. Вот эту белую именно полимерочку. Не знаю я, как снять то, что получается в реальности, потому что с этим светом, который есть, вот этот вот, который у нас поднят, оно все мигает. А так я поднимался, камера ничего не различает. Собственно, она не видит особо ничего. То есть видит просто плоскость. Короче, получается это гладко и классно. Ну, прям я очень доволен тем, как видно вот эти проплешины, то есть темные. Это получается все светленькое. Это то, что мы добрали. Это новой шпаклевкой, как бы, полимерочкой. Вот так. То есть вся темненькая, ну, как бы здесь ошкурилась обратно до уровня вот шпаклевки. Еще лучше подровняли, еще лучше, еще лучше, еще лучше. Это готово под покраску. С одним но у нас есть кое-где, кое-какие коцки, которые мы будем делать уже прямо перед процессом покраски, будем делать симлайтом, после грунтования всего.
Получается гладко и классно. Ну вот видно, как вокруг розетки, сколько всего обошлось, как все выровнялось, подгладилось, подровнялось. Я думаю, это хорошо. И вот в этом углу мы еще не делали, еще не шкурили этот угол. Вот. И вот здесь готово. Что я так и забыл, что можно было поснимать. Начал снимать, мы вот пошкурили, получается, еще вот в этой комнате, в первой. Продолжили низ карниза. У нас карниз вот здесь, на вот этом протяжении везде готов. Здесь нам окон понаставили, и нам сюда вот дальше не пройти пока. Но хотя бы так, уже до сюда дошли. А с этой стороны нам начали потихонечку закрывать вот это вот место. Начал товарищ тут выкладывать эти кирпичом. Это не рабочая часть совершенно стены. То есть здесь, говорю, стены, не рабочая часть печи. То есть печка там дальше, как бы так здесь и было. Здесь по-другому просто кирпич стоял, по-моему, вот так. Вот решили облегчить, поставить вот так пустотелым. И как бы рабочая... И, кстати, про рабочесть. Эта печка не будет работать. То есть она не будет участвовать вообще в этом. Ну, как бы ее не будут топить никогда. Вроде бы так. Так что начали нам здесь возводить. Когда-нибудь можно будет этот блок как бы поштукатурить. Вот. Так что так, сегодняшний день вот так у нас завершился. А посмотрим завтра. Завтра что-то тоже поделаем еще. Хорошенького. Я тут ходил за дисками для шлифмашины. Мы пойдем дальше в коридор, в кухню. Сегодня следующий день, уже 7, по-моему, число октября. Ксения здесь зашкурила стену. А эту мне оставила на попробовать. Я взял 240-ю, потом попробую в конце, после всей работы. Потому что на коридоре еще это самое, пройтись, подшлифовать. Тут есть что поделать на самом-то деле. Опа. Вот здесь на кухне работаю 80-й бумажкой. Вот Смит ходил туда на Сестрорецкую. Вот 80-й нормально. Ну сейчас посмотрим на разницу. Вот сейчас ничего не сделано, а потом посмотрим, как получится. Где-то будет видно. Понятное дело, что мы же делали правилами, где-то на елозили, там гадко все вот так, заделывали потом маяки. Я думаю, будет получше сейчас, после прохода нашего. А потом еще есть желание попробовать 240-й вот там на той стене, где Ксения оставила мне. Так, нормально. Получилось где-то что-то где-то трещинка какая-то. Нашли одну, по-моему, или две. Это там в таких местах, где... тут не заделано. Почему-то ладно, это все не важно. Это вот такое бывает иногда, где, я думаю, видно, да? Тут как бы трещина и край, один из краев, или одна из сторон. Бывает, что может где-то не нагрунтовалось. Ну и сейчас Ксения подразошьет, мы все прогрунтуем, а потом, перед тем, как шпаклевать, заделаем гипсом со шпаклевкой. Быстро он встанет и будет норм. Такие маленькие места, участки на таких больших объемах, на таких площадях, так будет нормально заделать. Небольшие вот эти вот доделочки трещин. Ксения мне углы делает. Вот здесь сделала, уже прошлась просто наждачками угол, чтобы я же подхожу сюда сколько-то, но точно в угол не попаду. Вот. И вот разница такая получается. Вот здесь ничего не делано. Вот так вот как-то выглядит. Ну и здесь вот так шлифуется 80-ка. И норм. Под шпаклевку перегрунтуем, и это будет классно. Под шпаклевку пойдет. Стена очень кривая, естественно. Она вся вот там бугор, я вижу. Такой вот. Ну, старая стена. Что, если начать сбивать, то надо было сбивать все. Но нет, у нас такого плана не было все сбивать. Не у нас, а у собственников. Вот так. Так что помаленьку делаем. Нет, не все. Нет, у меня еще кусок коридора остался. Я здесь прошел этим самым. Запылесосил все стенки. Пол почистил все. Чтобы Ксения могла начинать уже делать. Уже дело близится к вечеру. Она бы хотела все загрунтовать. И кухню, и коридоры, и прихожую. Там, сколько там возможно. Я почти дошел туда до угла, и остался кусок прихожей мне. Да и нормально, в принципе. Ну, это быстро. Грунт это быстро. Из этой респиратор говорю. Респиратора. Короче, еще устают руки, потому что тут все же кривоватое, и вакуума не получается у машинки. Поэтому им приходится все время вот на весу дрожит. Фух, короче, из распылителя разбрызгивает и размазывает кисточкой. Так, собственно, мы вот так везде и делаем. Чтобы растереть все хорошо, чтобы капель не было и так далее. Ну да, желтизну, конечно, тут что-то текло в этой кухонке. Вон на карнизе. Ну, желтизны много. Не знаю, будем потом как-то бороться или не будем. Не знаю. Пока так. По факту действуем вот так. Как говорить, нашла остаточки? Нашла остаточки. У нас еще ведерко осталось одно полное. Грундирфарб ВП. Это самое.
Думали, вот открывать новое нет, не будем, пока прибережем. Тут цемент, и лучше покрыть вот таким чем-то, таким разделяющим составом. Что-то известь, цемент, цементно-известковый может быть. А сюда пойдет гипсовая шпаклевка, и поэтому вот так. Обычный, а здесь везде обычный тифингрунт. Ксения уже прогрунтовала, а я все, естественно, предварительно все сделал, пошлифовал, попылесосил. А вот здесь попробовал машиной, потому что руками делал, я еще не пробовал на вот такой поверхности, на стене делать машиной. Сделал 240. И вроде, ну не знаю, оно мигает, я не знаю, как сделать, чтобы было видно. Убрал этот светильник, а ничего не видно теперь. Не знаю, камера что-то увидит, не увидит. Короче, гладко оно получается, хорошо и нормально. То есть можно, в принципе, делать. Можно работать, можно так делать. Финиш именно, ну, с помощью, как бы, механизации какой-то. Потому что рукой все равно это намного дольше делать. Здесь она вручную сделала вот эту стенку, а здесь я, ну, буквально, не знаю, там, ну, быстрее, естественно, намного быстрее, чем рукой. Так, и как бы, может, как-то поверхность финишную, не получится у меня с этим светильником, никак мне не расположить, чтобы видно было. Нормально, короче, получается хорошо и нормально. Ну и ладно, и слава богу. И будем денек заканчивать сегодня рабочий. Так, 8 у нас число, сегодня 8 октября. И мы приступили к шпаклеванию правилами. Подшпаклевываем тут всякое разное. Коридор, прихожая, вот это вот все такое. Саша к нам пришла, присоединилась, подмазывает там эти самые трещинки, подмазывает гипсом сразу чуть со шпаклевкой, чтобы пока мы дойдем, чтобы они там под это самое. Ну, мы что-то расшивали, где-то местами находилось у нас такое что-то. И вот, она сейчас идет чуть впереди. А вот где-то была тут трещинка, по-моему, да? Расшито, все прогрунтовано, а она просто гипсом со шпаклевкой, он быстро встанет, и там можно будет нормально накрыть этой самой шпаклевочкой. Ну да, по поверхности тут вот такие. Тут все криво, тут все вот так вогнуто везде. Ну ничего, как-то подровняем, что. Вот здесь же как-то мы сделали, и вроде даже неплохо. Но я думаю, здесь также будет, что нет. Ну не быстро, не легко, но никто и не обещал, да? Да. Да. Ямы тут вот такие вот такая яма, там вот такая яма. И не за раз не получится, а за 2 раза получится поднять и сделать так. Ладно, потихоньку будем делать. Ну да, дикие ямы. Ямы просто ужасные. Не знаю, как камера может увидеть это, не увидит. Но я вижу, сюда загибается. Тут просто одна большая такая яма. Ям очень много. Там как-то по комнатам было проще. Или не проще? Проще. Проще было. Вот здесь мы сюда перешли, пока здесь подстывает. Чуть-чуть. Вот тут огромная яма, вот в этом как бы промежутке. Сверху то же самое. Потихоньку. За раз оно не получится, а за 2 будет уже лучше. Опа. А ну-ка. На метровом провиле. Вот так. Вот это вот на метровом провиле. Мы сюда докинули, там миллиметра 3-4 кончилась шпаклевка. Но сейчас можно будет еще чуть подкинуть. И как бы хотя бы вот эту вот кривую, а она вот так идет. Как бы хотя бы чуть-чуть ее во что-то превратить более-менее плоское, вот так вот. Да. Ну да, было бы просто, мы бы в этом не участвовали. Мы это уже не раз повторяли. Это мы знаем. Да, если было бы просто, нас не приглашали бы и нам бы не поручали такие задачи. Что-то мы сделаем. Как-то ведь здесь же получалось. У нас тоже там были ямы и что-то такое. Ну, уже намного лучше, чем было раньше. Ну и дальше мы не идем, поскольку решили идти так, что нам надо, по идее, это не быстро, мы, может быть, остановимся возле вот этой двери, разорвем слой, как бы над проемом, чтобы меньше, как бы, длина сопряжения была для следующего дня, чтобы оставить, но пока непонятно, везде же криво. Пошли мы сразу второй раз, то есть здесь не трогаем ничего, там пускай чуть прихватывается, и пошли второй раз с этой стороны опять еще слой сюда накинем, здесь прихватилось уже. Оно мокрое, но вот как раз прихватилось, и нормально. То есть не подсыхает, и хорошо. И попробуем за второй проход перекрыть вот эти вот огромные ямы. Саша, Ксения накидывают, а я пойду потом провильцем. Еще раз. Ну, вот видно, где бугры, там уже даже чуть-чуть подсохло. Ну, как можно там увлажнить даже. Да, можно увлажнить, будет получше, если увлажнить. Вот так. И вот там надо еще. Что, руками шпаклюешь или что? Нет, не шпаклюю руками. Здесь так сделали мы с этой стороны. Ну, вроде как-то вроде более-менее нормально.
Ну, конечно же, это не новое, не гипсокартон, но как-то мы что-то уже подправили, что-то выправили. Тут тоже весело. Самый какой-то дикий этот коридор в плане там кривизны и так далее. Будем пытаться что-то, какую-то общую плоскость искать. Первый раз вот проходим, а потом еще раз пройдем. Здесь 2 раза прошли. В принципе, не знаю. Вот так как-то оно подгибается туда вверх, так как бы делает кувырк такой. Сделали мы коридор. Прихожую, вот эту часть. Сюда не пошли, в ту сторону нам тут еще не доделали. Когда-нибудь доделают. Сделали, ну, при направленном свете оно, конечно, выглядит не так красиво и ажурно, как сейчас. А сейчас нормально. Вот там только пузо, вот там. А ну-ка, прикрою лампочку. Вот там вот. Пузико, там сам карниз, собственно, вся стена, она так и идет. То есть, ну, как бы, теперь мы это все больше проявили. А так-то подровняли все, ну, как бы стало, было очень плохо, а стало, ну, что-то среднее, наверное, между как-то близко к хорошо, но все равно еще не очень-то хорошо. Это все равно плохо. Надо будет все это самое сошлифовать. И сеточкой, и потом еще перешпаклевать несколько раз, и тогда будет уже будет ближе к тому, к искомому. Я имею в виду относительно гипсокартонных стен, относительно новых, идеально ровных стен. Здесь все равно остаются какие-то вот такие плоскости, которые, если начинать равнять, то мы вылезем прямо на карниз. Потому что сам карниз прогибается, и сам карниз, он плавает. Вот такой вот. То есть и это так везде. Ну, он старый, а что хотеть от него? Хорошо, в принципе, хорошо. Мне нравится. И нам осталось еще на кухне поработать. Но это уже будет в понедельник. Сегодня суббота. В понедельник поработаем там. Ну, вот такие доборы жирные тут, да, получились. Так, 10 число у нас понедельник. В субботу мы здесь работали. И вот так вот у нас что-то, может, даже немножко получилось. Мы это не идеально выровняли, конечно, но что-то, как бы, какую-то общую плоскость этому всему придали. Вот. Ты что? 2 ведра. 2 ведра. Мы перешли на двухведерную систему. Одно ведро дольше ждать, пока оно намокнет там и так далее. Так что 2 ведра за раз будем шлепать прям. Вот так под цветом это выглядит. Ужасно, ужасно, просто ужасно. Здесь зашлифовано все, это самое, загрунтовано. Ну, сейчас будем делать кухню. Что делать? Тоже прикрыли окно, чтобы жесткий свет был, чтобы было удобно и видно, все понятно. Вот. Попробуем, шлепнем сегодня, может быть, на 2 круга, 2 раза. Грамотно мы в субботу поделали, там коридор, сегодня там пилят, кирпич и так далее, хорошо все сделали. Здесь сюда делаем на вот эту работу, на правилом, на выравниваем правилом густое, довольно густую шпаклевку, потому что жидкая не даст работать вообще. Шпаклевка густоватая такая, то есть засыпаем больше, чем надо. Она так, приходится долго перемешивать, чтобы она там комки хоть как-то разошлись. То есть вода и вот столько, ну, поверх воды надо сухого материала засыпать, чтобы получилась вот такая она, прям такая. Более густая, чем она должна бы быть, когда мы засыпаем ее вровень, как бы с водичкой. Не, надо поменьше делать, еле 2 ведра успели, но вот что-то подравнивается, вот видно вот эта вся движуха, тут было хуже же, да, вот это с этой стороны. Вот, как бы слева. Вот там вот так. Вот первый раз. Как раз обойдем туда. Сейчас будем ведро делать. Мы втроем, нормально 2 ведра было, а вот вдвоем не ну так как бы на пределе прям. Ну, чтобы не выбрасывать, зачем материал. Дойдем сейчас и пойдем по кругу. А эту стену только. Пока ту не трогаем, потом ее отдельно можно обойти. Че, а вот мы. Вот мы сидим вот там. После обеда мы пообедали. До обеда мы сделали эту стену. Вот так. Ну, где-то местами оно там что-то там осталось, кое-что такое. Но это не важно вообще. Это будет сеточка еще. Сейчас как раз самое время вот этой желтой штукой пройтись углы. Пока мокрое, это работает. По сухому оно скрипит ужасно и не работает никак. Не знаю, может из-за того, что это алюминий. Но вот Саша там на другом объекте, у нее в руках была металлическая именно какая-то штуковина подобный такой рубан. Она говорит, тоже скрипит, надо смачивать под него, тогда, говорит, он как-то работает. А так не особо, то есть в сухую. Не знаю. Ну, сейчас надо пройтись угол, чтобы делать вот эту стену отдельно. То есть 2 раза. 2 раза по кругу, а здесь мы 2 раза прошлись по кругу. Не знаю, угол подровнялся. Вот так как-то стал. Более-менее, чем менее, как по мне. Ну и в целом это какое-то что-то обрело какую-то плюс-минус единую плоскость. Так, вот что, первый слой мы накинули, и она как раз привстала, и пойдем второй слой. Вот так видно, там чуть-чуть эта ямка,
Вот здесь яма такая серьезная. Вон зубатой этой кельмой прошел, и тут осталось еще совсем немножко. Можно посмотреть. Ну вот, осталось 3 миллиметра. Как раз добрать. Как раз вот так добрать. Вот чуть-чуть там видно. В принципе, хорошо, нормально. Чё. Сейчас по кругу пройдем. Как раз здесь уже такая она, ну, вот, проминается, но еще не встала. То есть самое то. Нормально. Вот. То есть она проминается еще. Хорошо. Самое то, самое то. И сейчас быстренько пройдем по кругу низ-низ, вверх-вверх. Собственно, так мы шли первый раз. Другое снимай. Ладно, да, что другое снимать. А мы сделали, да, по 2 раза прошлись. Все. Ты опять с этой стороны побежала. Ты что кругами ходишь? Ну ладно. Все, пойдем мы домой. Все мы сделали хорошо, уголочек подправили. Ну, вроде как бы будто бы ничего. Ну, еще сеточка будет. Ну, хорошо, нормально. Ждем высыхания. Ну, вот за 2 дня у нас тут чуть-чуть как бы что-то подвысохло, но не полностью. Есть еще мокрые пятна, поскольку большие доборы. Ладно, завтра что-то другое поделаем уже. Пока оставим все высыхать. Вот это вот наши кухни, коридоры, прихожую. Следующий день, сегодня 11, по-моему, я не помню уже. У нас не сохнет коридор, сохнет по чуть-чуть. Я это самое, даже форточки приоткрыл. Там сюда на нас, я не делаю прямой, как бы, пушечка стоит, и она как бы сюда в дверной проем чуть-чуть как бы возмущает здесь воздух. Ну, я прямо не сушу. Но хотя бы хоть чуть-чуть ускорить этот процесс надо. Потому что, ну, как бы, ну и доборы у нас жирные, да? Жирненькие доборчики. Вот то, что мы вчера делали. Вот так оно. Видно, где добрали. Хорошо видно, да? И вот на этих стенках, и вот здесь видно. Вот здесь хорошо видно, на этой стене. И здесь нормально, да? Угол нормально сделан. Ну что, в ожидании мы пережидаем этот процесс. Пережидаем высыхание, поэтому пошли мы по потолкам. И Ксения, я попозже пришел, она уже прошла, она делает верх карниза, чуть-чуть заходит на потолок и под углу, а низ не трогает, потому что мы снизу, чтобы не загадить, когда мы будем еще шпаклевать. А я машиной попробую, я по стенам делал уже, по этому самому, по шпаклевке. И вот попробую сейчас, у нас здесь 1 слой всего, там сетка, выравнивающий слой и 1 слой шпаклевки. Я попробую вот 240-м поделаю. С целью ускорения, ну и вообще мне интересно, как оно будет. По стене получилось хорошо, мы попробовали, классно получилось. А вот как на потолке будет, если будет хорошо, то и классно, это быстро. Это намного быстрее, чем руками. Я попробовал, да, все круто, все очень круто, надеюсь, видно. С одним но, все круто, но переделывайте, пожалуйста, потому что получается глянец, она глянцует. То есть 240-я глинцует, а глянец мне не нужен, поскольку здесь будет еще слой шпаклевки. Так быть не должно. Должно быть какая-то шероховатость. Так что все круто, но переделайте, пожалуйста. У меня есть сотка, я попробую сейчас соткой. Если не будет сильно рвать, то и классно. Мне надо получить шероховатость здесь, чтобы был зацеп, сцепление. А это слишком, ну вот, вон блестит. Это реально глянец, она выдает глянец и все. И что ты с этим, ну, ничего не сделаешь. Вот эта финишная поверхность была бы классная, да, вот, а эта промежуточная, она такой быть не должна, по моему мнению. Так что переделаем. Ну, пойдем. Ну. Мы не будем работать в субботу. Они там планируют на тусовки свои месяцами, а я говорю, пойдем в субботу. Нет, не хочу. Короче, что, я взял сеточку. Комплектная сетка шла к машинке, 180-я. И мне уже нравится. То есть остается, я не знаю, камера, да, наверное, не увидит. Я вижу их. Остаются такие, как бы, ну, есть чуть-чуть следы абразива. Вот то, что мне надо было. То есть глянца как такового теперь нет. И вот это уже пойдет. Я думаю, соткой я бы сильно нарыл. А вот этой вот 180-й получается как бы и нормально. То есть есть вот следы абразивчика. И классно. И вот это будет норм. Сейчас я, значит, буду работать только этой 180-кой, пойду дальше. И надо будет докупить каких-то дисков типа 180-х или 150-х, поскольку я взял на пробу только 240-х, и у меня 80 и 240, по-моему, и лист сотки остался. Надо что-то еще промежуточных набрать, чтобы можно было там экспериментировать, варьировать и так далее. В принципе, классно получается. Думаю, мы сейчас доделаем и даже загрунтуем, чтобы в случае чего можно было завтра зашпаклевать это все дело. Вот так уже дело. Вот это от протечек каких-то прошлых. Вон так Ксения пошкурила. А, сюда не пошкурила еще. Вот тут. Вот пошкуренная, как она выглядит. Низ не трогаем. Вот сюда дошла она вот.
чтобы можно было шпаклевать, и норм. А низ не трогаем, поскольку это все будет одновременно потом шкуриться, когда уже будет сетка поклеена и все зашпаклевано. И вот этот блок можно будет сделать вместе со стеной. Ну, тоже желтизна выперла. Ну, ничего не поделаешь, так оно получилось, чего уж. Вот. Заканчиваем мы в кухне потолочек, все сделали, все почти. Вот Ксения последние штрихи. Вот, подшкуривает, и у нас получается готово подгрунтование, падуга и потолок. Но это оставим на самый вечер. Надо будет еще убрать здесь, запылесосить все эти куски, вот это побоище наждачное, да? Да, и еще попробуем захватим чуть-чуть этой самой кусочек прихожки. Попробуем сделать потолок и падугу, подготовить на завтра на работу. И нам сделали такие вот здесь. Вот здесь нам сделали еще печку в заднюю часть. И нормально, и классно. Когда-то можно будет поштукатурить. Вот. Сейчас займемся, сейчас по это самое пройду тут и руками попробуем вот саму падугу прочистить. Прошел я здесь потолок и прошел я в коридорчике потолок. И тут такой момент, что к нам завтра, наверное, Ксения и Саша еще присоединятся. И мы решили идти поступательно вот от кухни, сделали кухню. Думали грунтовать все. Нет, не будем. Все-таки все зашкурим, все верха, все падуги здесь. Ну, мы не успеем уже сегодня дойти до этого самого, до прихожей. Ну, завтра как-то вместе начнем когда искать какие-то общие точки приложения сил, чтобы как-то поступательно двигаться. Так что сейчас мы будем шкурить вот это вот, то, что мы тут на Левкасере, кстати. Пойдем посмотрим на эту дичь. Что там? Дичь. Дичь? Дичь. Ужасно. Свет перекрыл. Перекрыл свет? Ну и что? А вот так здесь. Вот это Левкас такой. Дикий был тут у нас, потому что все покоцано очень сильно было, и поэтому вот так получилось оно. Тут видно и шаблон, и сверху еще кистью делали. Ну и что, вот, шкурится как-то. Курица. Само. Да? Само. А брусочком где-то руками, валик рукой, где-то вот выкрушка так вручную. А так ваяем, короче. Вот это вот такое проблема, ну не проблема, а некое состояние, некий процесс, когда вот Левкас приходится ваять прям, ваять наждачкой, ваять инструментиком из такого куска, залипухи такой. Но по-другому нельзя было делать, потому что очень много мелких коцок здесь было, поэтому после того, как прошли шаблоном, увидели, что нерезультативно, ну как бы результат был, но неполноценный. И поэтому еще про Левкас. Или сейчас хорошо, да? Ну, да, получше. Получше, чем было. Ну и ладно, и слава богу. Ну, будем сейчас делать. Вот здесь я уже прошел машиной. Этот самый потолочек. Казалось бы, чуть-чуть руками. А нет, а мы вдвоем. Ксения подтаскивала мне пылесосец, помогала. Кожик туда-сюда, раз, и мы минут за 15 все сделали. А рукой бы так вот, ну, как бы, машина это все-таки проще делать. Следующий день у нас, и мы с Ксенией будем заниматься все-таки прихожей. Закончим полностью, сделаем без низа весь карниз. Потолок вчера я закончил. И к нам пришли сегодня гости дорогие. Пойдем посмотрим на них, чем они занимаются там. Гости дорогие, говорю, пришли к нам. Здравствуйте. Они будут обклеивать окошки, потому что тут эти окончики непонятно когда чего. Короче, нам надо покрасить. Вот здесь все, что у нас приготовлено, надо... А, Саша промыла, я вижу. Не Саша, а Ксюша. Ксюша промыла. Еще у нас еще Ксения одна. Промыли, чтобы тут все грунтовано, еще раз от пыли промыли. Будут обклеивать скотчиком и красить, потому что мы ждать их не будем. Они тут годами ничего не делают, короче. Ладно, не наше дело вообще. И вот тут еще. Ты что, моешь все? Моет. Ксения все моет тут, подмывает. Там еще работают, чуть пылят в другой комнате. Поэтому хотя бы 3 окна захватим сегодня. Вот одно, второе и третье. И, наверное, надо низа делать. Никак все руки не доходили до этих низов несчастных. А их надо делать. Вот такие вот штуки. То есть у нас как бы здесь все готово, а низа местами вот в таком состоянии. Местами чуть получше. Ну ладно. А вот там такой дичь какая-то. Ну надо все потихоньку заделывать. Чтобы можно было закончить уже работу с ними, с этими откосиками. Ну что вы тут? Мы вот тут. А ты там. Мы там, а они тут. Угу, вот первый слой красят. Угу. Скотчиком отбились, вот скотчик. И нормально. Первый слой чуть поразбавленной водичкой, да? Угу. Чуть-чуть подразбавленный, там на пару процентов, а второй уже будет прям такой. Но промежуточно надо будет после высыхания пройтись еще, посмотреть этим, подефектовать этой симлайтом. А, уже тут покрашено, смотри. Нормально. Ну и нормально, я считаю. На первый слой. Классно. Супер. Отлично.
Все, казалось бы, тут, я не знаю, какая площадь, наверное, тут, ну, я думаю, наверное, метров 8, наверное, вот эта прихожая. Но карнизов тут много, карнизов реально много, и они сложные. Что-то мы встряли в этом углу прям серьезно. Ну так, ну, большая насыщенность деталями, поэтому он как бы не очень быстро это все делает, не очень быстро шкурится. Казалось бы, что он маленький такой, его как бы мало, но он очень насыщенный. Поэтому вот. Ну это же один раз такую процедуру проделать и все, там, и потом дефектовать где-то и красить. Ну да, такой он. Карнизик здесь плотненький, плотно насыщенный. Не стоит? Блин, знаешь, наши мучения. Они мучаются тут. Кстати, мучайтесь хорошенько. Вот так вот и получается. Безобразие. Безобразие получается. Потом решили подрезать сюда, думали подставлять сюда, вырезали какую-то эту самую. Они сюда проклеивали скотч, я так понимаю. Да? Я видел. А вон скотч. Я тебе поэтому и говорю, не стоит. Стоит промежуточно. А вот. Стоит промежуточно. Потом надо будет подрезать туда, как бы V-образно зарезаться, вот, чтобы разорвать вот дерево и штукатурку. Пойдем обедать. Нет, надо зарезать. Ну, не, на самом деле они молодцы тут, они вон что, уже понаделали всяко разного штукатурочки. А потом решили туда углубиться, поскольку выдумывали какие-то там крышки пластиковые вставляли, то это. Но решили никаких крышек не применять, вот это вот здесь еще окна. И вот так они все тут сделали, и молодцы. Скотчем проклеили классно, скотчик. Потом сорвут просто и будет хорошо все. Волмый слой сделали. И предварительно здесь грунтовалось, а вчера про это самое водичкой промывали еще здесь. Вот. А вот так вот прорезаем туда 2-3 миллиметра, чем глубже, прямо вот туда внутрь, чтобы разорвать слой. Прорезываем? Прорезываем. А вот так получается. Ножи ломаются при этом. Ну, пока она свежая, нормально получается все это сделать. Хорошо получается. Мне очень нравится. Классно получается. Потом можно будет все это подмазать. И отсюда тоже вот от этого самого, от коробки оконной тоже отрезаемся. Чтоб, ну вот здесь еще не добирали штукатуркой, ну чтобы было так, как вот было у нас внутри там. Чтобы можно было забить туда фиброэластик хорошенько, плотненько. Ой, целый день мы воюем с этим карнизиком. Мы почти сделали. То есть вверх и падугу, без низа. Чуть-чуть зашли только вниз. До потолка. Девочки там тоже занимаются. Ну, что-то он маленький, но потому сложный, что он как бы маленький, ну тут метров 12, наверное, 14 погонных. Но насыщенность у него, будь здоров. Пойдем посмотрим, что еще. Окошко здесь на 2 раза прошлись, покрасили. И с промежуточно еще этим самым симлайтиком мазнули. Где-то косточки смотрели тут. Со светом там высматривали и вот недавно вот положили второй слой. 3 окна так сделали на самом деле. И здесь еще так же сделали. Может завтра, говорит, что-то может просвечивать где-то, какая-то что-то темная, но я думаю, что краска мокрая. И у нас и на тех окнах, на правой стороне квартиры так было, что смотришь, вроде как бы темненько, а на самом деле оно потом высыхает, ну краска же, она вода, и потом норм. Ну, вот Саша тут наваяла этих самых. Ну не только Саша, Ксения с Сашей. Сделали они низа подрезали, все нормально. Теперь будет сохнуть, нам останется только в правой стороне квартиры, а там меньше разрушений именно вот с этими сваликами. И в очень спешном порядке тут все грунтуют. Изначально все подубрали, туда дальше не успели, там еще шкурим, запылесосили, чистота, красота, чтобы завтра можно было, делаем на завтра задельчик. Желтизна сразу прет. Этим самым делаем тиффингрунт обычный, кнауфовский. Грунтуем 1 к 1 с водой, там или чуть больше даже воды, наверное, там 60/40, чтобы пленочки не было никакой. И он грунтуется. Все теперь грунтуется. Да. И, наверное, коридоры еще успеем. Уже скоро пора нам идти будет. Коридоры еще успеем. Маленький коридорчик, кстати, Ксения пошкурила. Вот его тоже надо, малыша вот этого аппендицитного. Вот он. И вот здесь надо тоже грунтануть, тоже пошпаклевать. Падуги и саму плоскость потолка. И здесь тоже. А что, думал, что нет? А да. Успеем мы сегодня вот здесь прогрунтовать еще. У нас получится все подготовлено как раз под шпаклевание завтра. Вот. Мы как раз резко закончили, быстренько убрались, здесь все поубирали, и девочки сюда прискочили. И вот. Убрались отсюда. Да, и успели убраться из-под этого акрилового дождя. О, ладно, завтра будешь шпаклевать.
чего? Решили еще раз подкрасить, потому что что? Можете мне ткнуть пальцем, чтобы вы посмотреть? Пятнышки кое-где чуть-чуть не прокрасились, темные места. Вот, вот. Вот это, вот это, вот это. Ага. Ладно, собственник приходил, да, говорит, да, давайте подкрасим еще раз. Ладно, подкрасим еще раз. И собирались Да, подкрасить. но я думал, что она подсохнет. Можно было, не знаю. Ладно, окей. Подкрашиваем еще раз и пойдем шпаклеваться. У нас все приготовлено под шпаклеваться. У нас приготовлена кухня под это дело, потолочки. Кстати, подблескивать мне не очень-то нравится, ну ладно. Может, хотя разбавленный грунт был. Ну ладно. Коридор, прихожая, все подготовлено и надо будет шпаклевать. Пока там Саша докрашивает, перепокрашивает третий раз это окно оставшееся. Одно мы уже начали работать. Начали мы шпаклевать. Ксения наносит мне валиком, а я шпателем разравниваю. Вот так. Сначала потолок сделаем, потом падуги отдельно. Ну, чтобы не сохло, потому что все-таки у нас не идеальная поверхность в плане впитываемости, да, в плане водопоглощения. Она чуть там где-то старая штукатурка, новая штукатурка, слой шпаклевки толще, больше, меньше и так далее. И поэтому понемножку продвигаемся. И падуги тоже будем по чуть-чуть, аккуратненько. Ужасно Ксения мигает. нам нанесла, а мы тут такие бодряком снимаем сразу же. Мы такие зажигаем. Да. Да, у вас там диско. Диско. Идем по падуге, все то же самое я наношу валиком, а они, Ксения, Саша, они снимают за мной сзади, проходят и снимают. Я сейчас покажу, как это прилично, как это происходит. Происходит это вот так. Идут просто и хоп. А там такая полочка хитрая, надо как бы в нее подмазать. Оп, и поехал. Раз. И довольно-таки получается эффективно. И вот так мы все переделаем, собственно. Угу. И коридор то же самое. Все то же самое с одним, но что мы идем как бы сначала сделали кусок, у нас стрекозы как раз вставало, мы сделали кусок потолка, там как раз видно чуть-чуть там присохло, и пошли по падуге до конца уже полностью. И здесь будет готово. Здесь очень удобный карниз, очень удобная падуга, тем, что она полностью на выход. Здесь все мигает. Я потом где-то там на кухне покажу вблизи. Я уже показывал ее, она такая прям вся на выход, очень удобно. Туда-сюда, хоп-хоп. Не так, как там. Там полочка мерзкая, как-то прижиматься к ней. Тут все просто. Раз. Ну, как бы чужими руками, как обычно, да, очень просто. Хоп-хоп. И готово. Что тебе там стоится? Мне тут просто стоится. Да, я с вами не помещаюсь, извините. Пожалуйста. Так, что, и коридорчик сделали мы, и есть шанс к вечеру еще успеть. Саша вот здесь в этом маленьком кое-чем, а мы пойдем сюда на кухню. Мы уже, вон, Ксения мне наносит, и вот, сейчас займемся, потом Саша примкнет к нам, и мы пойдем сначала потолок, а потом еще и подушку пройдем карниза, и нормально. Тут новодельный карниз, этот мы не трогаем, только старенький. Что, вот потолочек готов, и вот нам осталось еще чуть-чуть. Мы чуть-чуть увлажняем предварительно, потому что очень быстро выхватывает влагу. И осталась падуга простейшая. Это можно будет даже посмотреть, показать, как здесь это делается. Здесь это делается элементарно. Или я уже где-то показывал, я уже не помню где. А ладно, не суть. Мы сделали прихожку, сделали маленький коридорчик. Саша здесь сделал беленький, он красивенький стал. Ладно, вот здесь сделали тоже хорошенько все. И вот осталось совсем чуть-чуть. А давайте поснимаем, посмотрим. О, Желтая вода. Вот, сняла рукой, сначала это увлажняет, сняла рукой, желтая вода прям, ну как бы желтизну, вода вытаскивает оттуда желтизну. Там же досочка у нас, доски везде. Запихну-ка я шпатель маленький в карман, отверну этого чувака, он не даст нам снимать. А вот так можно снимать. Ну вот здесь элементарная падуга, элементарная просто, сюда и туда. И поехали потихонечку вниз. И вот так сразу видно, какое там получается заполнение. Что-то где-то остается. Оп. Так, я пока скину сюда, мне просто нужен... Ой, как много желтого сразу, вот.
остаток такой желтый. Мне просто нужен вспомогательный шпатель, еще одна рука у меня занята она камерой. И вот так, и вот так, и вот так. Это очень удобно. Вот в коридоре и на кухне у нас такой карниз. Он очень удобен для таких целей, для такой работы. Конкретно для этой одной, да. И вот так, и вот так. Ну и, собственно, так мы уже там сделали. И, собственно, дальше так и будем делать. Он Ксения наносит активно очень. Сначала не хотела шпателем, говорила, о, мне не нравится. Ой, не шпателем, а валиком, не хотела. Валиком хорошо, в падуге, да. Ну, немного здесь очень просто. Там, где сложнее, чуть надо сложнее, аккуратнее им работать. Но все равно это быстро. Это скорость и удобство. Один наносит, двое снимают, вообще пушки. Думал срезать камеру, оставлять. Я хотел показать, какой получился потолок вот сейчас, после шпаклевания. О, вообще классный, супер. Супер-пупер. Еще 240-й пройдусь этой машиной и будет просто финишная хорошая поверхность под покраску. Ну и надо будет что-то выдумывать, придумывать еще с этой желтизной. Ну, скорее всего, у нас есть какое-то количество этого хафшпрегрунта, изолирующего грунта. Вот мы его пустим на лепнину, на вот этот карниз, и даже остатки, может быть, даже на эту стену, которая почему-то у нас единственная такая желтая, гадкая. Ну, я думаю, нам хватит этого материала, чтобы перекрыть. А это у нас одно такое помещение только, единственное, с такими штучками. А, да. А так хорошо получается. На следующий день, и мы начинаем ошкуривать то, что мы вот вдвоем с Ксенией будем ошкуривать, то, что мы вчера понамазали, а понамазали мы много, и вот и кухню, и коридор, и прихожую, и маленький коридорчик даже. Все высохло, конечно же, тонкий слой очень. Плюс у нас же гипсовое там, как бы, основание получается, гипсовая шпаклевка. Так что сохнет оно еще вчера высохло, наверное. И я думаю, что если, ну, как бы это полимерная, то она через время она будет шкуриться более сложно, чем если вот как бы на следующий день. Поэтому хорошо нам сделать это сегодня. У нас нигде низа не тронуты. Мы низа оставили карнизов, чтобы здесь уже поработать шпаклевкой, поклеить сетки и так далее. И только потом, ну, вдруг что загадим, там, какие-то ляпнем, чтобы можно было все вместе сошкурить. Я буду этой самой 240-й вот этой вот штукой работать. Попробую. Я думаю, все хорошо получится. То есть, если на предварительном этапе я побаивался глянца, чтобы вот эта вот шпаклевка полимерная хорошо легла, то сейчас глянец, в принципе, будет нормально, хорошо. То есть это под покраску. Под покраску будет нормально, даже если будет получаться глянец. И считаю, так хорошо будет. Так, пойдем дальше, посмотрим, что тут, кто тут. Да, вот. Мы тут с Ксенией не успели, у нас сейчас же Саша и Ксения тоже тут участвуют. Мне стало сложно, всех много, на двоих работу мне проще искать и планировать, чем на четверых. И вот у нас оставлен низ был, тут валялись окна какие-то, стояли. И мы эти окна убрали, унесли в другую часть квартиры, чтобы можно было здесь то же самое сделать с этим потолком. У нас потолок здесь ошкурен, падуга ошкурена. Да, сколько-то? По-моему, вот осталось вот столько. И низ. Вот сейчас низ они доделывают, и все. В принципе, сейчас же загрунтуем. И может к вечеру даже грунт высохнет. Я думаю, да, мы будем использовать наухстифен грунт, он быстро сохнет. И к вечеру можем зашпаклевать полимеркой плоскость и падугу. И, наверное, вот эти вот большие, как бы в углах плоскости. Говорю, Ксения, классно получается вообще, да. То, что надо вообще. Сейчас посмотрим, попробуем, поднимемся, посмотрим. А вот видно, где я делал, да, вот этот участок только сделал. Все лишнее убралось, получается. И осталось только нужное. Сейчас я отверну этого чувака. Мы прямо на него будем смотреть, а он будет мигать там очень сильно. И попробуем что-то, ну-ка вот так, попробуем что-то увидеть при этом. Пойдем. Ну, не знаю, не сильно вроде мигает. Вот такая получается поверхность. Поверхность очень гладкая. То есть где-то, где вот какой-то добор произошел, осталась, собственно, шпаклевка белая. Где-то вот, получается, мы дошли обратно до гипса. Ну, так оно шлифуется, так оно и должно быть, по идее. Очень гладко, очень классно. А вот как оно было. Я думаю, видно, камера, думаю, видит какие-то наплывы, особенно вот здесь, возле этого самого, возле проводов, наплывы шпаклевочки, какие-то чуть-чуть бороздки местами. Ну вот так это все и было, в принципе, после шпаклевания. Вот такое вот что-то. Ну и получилось вот как-то вот так. Классно, это готово под покраску, это полностью готово, бери, крась. Супер, замечательно, очень хорошо. Говорят? А это говорит то, что мы с Сашей в прошлый раз
раз, когда грунтовали, я пришла домой, сняла свои вот эти вот резиночки, и у меня такая офигенная укладка на волосах была. А вы говорите, платочек надевайте. Какой платочек просто? Вау, надо было сфоткаться. Укладка за бесплатно, без СМС. Это бонусы. Да, это бонус, как бы ты делаешь полезное, а вместе с тем еще и получаешь укладку. Для волос, ну да. Да, да. Так там тоже акрил, скорее всего, гадкий. Скорее всего. Короче, что, грунтуем? Грунтуем поспешно, чтобы оно успело бы подсохнуть. А, и меня тоже грунтуют. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну, грунтуем падугу, грунтуем потолок и грунтуем вот только вот эти вот части. Мы тебе укладку делаем. Не надо мне Роман. больше укладка. Спасибо. Ну, в общем, вот так. Разбрызгивают распылителем, потом растирают этими кистями. И нормально, и хорошо. И может быть даже сегодня успеем здесь пошпаклевать. Оно быстро грунтуется. Чужими руками особенно, да? Да. Да. Пока у нас там сохнет, то загрунтовано. Ксения здесь второй раз красит, прокрашивает второй раз. У меня три окна вот эти остались настолько. А мы чего делаем дальше? Пойдем посмотрим, пойдем посмотрим. Мы все ждем высыхания. Вот таким образом мы ждем. Шкурим тут везде. Как обычно. Как обычно. Мы не сидим, а стоим, да? Да. Не сидим, сложа руки, а стоим. О, какие тут у вас позы. Ты что, из спортзала, как эти девочки там приседают, попу оттопыривают, да? Вот так? Понятно все. Здесь мы все зашкурили, здесь предварительно было Саша прогрунтовывала. Нет, пойдешь сама в зеркало, вот эти губы, какая-то утка, короче, понятно все. В общем, вот Саша тут подправляет еще вот этот карниз наш. Он новодельный, он был подломлен местами вот так. И она еще раз проходит правилом, прям дико выравнивает его. Дико правильно. Дико правильно? Да. Надеюсь, что это хотя бы хоть как-то правильно. Вот. Вот так. Ждем, там скоро высохнет, и все пойдем дружно грунтовать. Ой, грунтовать, говорю, шпаклевать первую комнату, ту правую, где грунтовали. И что, срываем скотч сразу после свежепокрашенного. Если даже придется третий раз сделать, то можно будет, ну, как бы в примыкание уже не обязательно лезть. Если где-то темненькое, то это будет где-то внутри у нас. Поэтому не срываем скотч, демонтаж скотча, да? Монтаж обоев, демонтаж скотча производим, да? Вот так смету надо забивать именно так. Демонтаж скотча. Погонных метров. Сколько тут погонных метров, интересно? Тут, наверное, 6 с копейками, метров 13, наверное, будет. Демонтажа скотча, да? Да. А, хорошо, что, классно получилось, мне нравится. Конечно, и в таком свете вообще идеально. Идеально, в таком свете. Прекрасно. И сейчас всей толпой пойдем кое-что делать. Что делать? Козлик нести, толпой пойдем. Не, мы сейчас пока девочки у нас Ксения и, ну не вот это, а вот так Ксения. И Александра, они у нас театралы такие, они идут в театр. Они идут в театр, а мы до 10 будем тут колбаситься, да? Да. Да, ну как обычно, все, ничего нового. Короче, пока поэксплуатируем их полностью, им через час уходите, мы сейчас пойдем по падуге. Падуга сложная. И чтобы максимум выжать из рабочих рук, мы поделаем. Чего смеешься? Смотри, смотри, кидается оттуда. Ну, короче, пойдем по падуге, сколько успеем всей толпой, столько и сделаем. Потом Ксению за печку водрузим, и уже вдвоем будем доделывать сам потолок и подход к розетке. А вот, начали, уложили чуть-чуть, потому что быстро выхватывает, да. Ну-ка покажу ведро, я не помню, показывал в этом ролике, не показывал. Это каймановская шпаклевка финишная, вот обычная полимерочка какая-то. Может не очень обычная, я не знаю, она ложится хорошо, слой миллиметрик-два она держит. В принципе нормально, ей удобно работать. Еще удобнее вот это делать валиком, кто-то один наносит, все остальные яростно снимают. И у нас здесь очень удобная падуга, а ну-ка от этой мигалки. Падуга очень удобная, она здесь на выход и туда, и сюда. То есть удобно, ничто не мешает снимать в две стороны. А можете кто-то падугу показать просто? А покажи падугу. Падугу? Как она вот сбоку, в профиль, как она. Вот такая она удобная, два раза на выход. Всегда на выход сверху и на выход снизу. Сохнет? Все, я иду к вам. Все, я полезу, выключаю и полезу. Ну, я уже показывал, это все просто делать. Оно и видно, как с середины вверх, и с середины вниз, и все, и готово. Ну, вот такая работенка, да. Так,
покинули нас наши девочки. Пошли они в театры свои. А нам не хватит шпаклевки. Мы думали, что хватит. Да, не хватит, наверное. Там совсем немного осталось ведерки. Ну, насколько хватит, кусок сделаем какой-то. Дальше надо будет докупить, я думаю, просто ротбан пасту обычную. Я думал, что хватит ведра 20 килограмм. Ну, тут и площади. А? 25 даже килограмм там было? Да. Ну, ладно, 25, да, 25 килограмм. Ну, ладно, мы и так много сделали. Почти полквартиры потолков. Хорошо. Ну, сколько хватит, столько и сделаем. Чего такого? Да. Чуть-чуть не хватило нам шпаклевки. Чуть-чуть не хватило. Вот на такой участок потолка. Ну, было бы еще килограммчик-полтора. Нет, кончилась шпаклевка, у нас сейчас нет. Ну, наверное, в понедельник подвезем и закончим вот этот вот участок. Это грунтовано, тут пыли нет. Ну, ладно, ну и так хорошо. Вот беленько стало, красивенько уже. И останется только пошкурить это все. Да. Кстати, про шпаклевку, вот в валике мы чистим, перед тем, как мыть валик, мы чистим его обычным гибким шпателем. Вот, ну, как бы, чтобы вымыть его. Он хорошо вымывается от полимерной шпаклевочки, но в нем накапливается там порядка полукилограмма, а то и больше шпаклевки. То есть мы вот остатки прям соскребаем оттуда, да, и вот, ну, как бы, там шпателя 3 добрых таких в нем помещается. Вот. И у нас осталось немного времени, и небольшая работенка, самая такая маленькая работенка, маленький вот этот коридорчик. И сейчас его пошкурим. Я уже с машинкой забежал сюда раньше, когда проходил все вот этот вот коридор, и машиной обошел плоскость саму, остались только падуги. И, наверное, можно будет уходить уже домой тогда. А так что здесь готово, здесь тоже готово. Саша здесь... Вон, видно добор, какой она совершила. Подровняла хорошо. Вот теперь она уже подровняла. Ну, теперь, да, теперь норм. Теперь стало классно. То есть это как бы, даже можно сказать, вполне себе и ровно. Ну, вот в этой плоскости. А вот так, конечно же, он должен прогибаться, потому что здесь прогибается потолок. Ну и классно, и супер, замечательно. У нас понедельник, какой-то 17, по-моему. Подвезли нам ротбан пасты, ведерочко. И у нас вот 17, ну и ладно. И вот этот вот остаточек остался, то, что мы не, ну, у нас не хватило материалов в субботу, в пятницу мы делали. И сейчас надо дошпаклевать. Ничего грунтовать не надо, тут пыли не было, ничего не было. Просто переподшпаклевать, дойти вот до того, что было. Как она лучше, хуже, чем эта каймановская? Одинаково. Я так и думал, потому что она полимерка, обычная полимерочка. И то полимерка, и это полимерка. Что то полимерка, да? Что это полимерка? Так, на самом деле эти манипуляции с потолками, все, что нам осталось, получается, пошкурить. А где-то мы еще не пошкурили, да? Вот здесь, по-моему. Мы же здесь не шкурили, да? Там пошкурить вот то, что высохло, и тут пошкурить останется. Вот это сегодня надо будет сделать, кстати. На самом деле все эти манипуляции преследовали одну цель. Это ожидание высыхания вот этих вот шпаклевочных слоев наших на стенах. Вот, сейчас все подсохло, и можно будет сейчас пройтись 80-кой, все это подровнять, всю эту дичь, вот такое что-то, и всякое такое, выровнять все это, подровнять, убрать лишнее для того, чтобы наклеить сетку. Предварительно, конечно, надо будет обеспылить и прогрунтовать. Вот сегодня этим преимущественно придется заниматься. Тут много, тут квадратов 60 получается. Здесь, там. Так, прошел эту стенку, ну вот так, после... работы оно выглядит этим. Стали задиры, конечно, там эти самые комочки где-то были, еще что-то. Это вообще не критично, под сетку это будет нам самое то. И вот здесь я еще не тронул, здесь еще не делал. Вон видно какое тут что, гадкое. Вот так сейчас будет все. Сейчас задача пройтись все, и отдельно надо будет углы пройтись еще, и отдельно верха. Ну, примыкание к карнизу. Я туда близко не подходил, чтобы не навредить сильно. Вот. То есть вот это то, что вручную остается, только уголки. Вот этой желтой, где это? Этой желтой штукой только удобно работать по-мокрому сразу. Где не успели, где-то что-то протупили, значит надо руками теперь. Ну ничего, но уже намного меньше, чем если бы это все делать руками. Пока мы тут все не занимаемся шлифованием успешно. А вы чем успешно занимаетесь? Не знаю. За голову хватаем. Хватаемся за голову, потому что крашеный подоконник, им надо было резко почему-то его покрасить, несколько штук. Ну ладно, короче, мы доделываем низульки, у нас есть низочки. Вот. Правая сторона квартиры, и желательно бы нам отсюда слиться. То есть сделать все, и эти штуки тоже.
Хорошо бы, чтобы можно было красить смело сверху и как бы перетаскивать сюда вещи ненужные и так далее, освобождая левую часть квартиры. Мы как бы, вторая комната справа, находимся в ней. Вот. Поэтому вот так там проклеили этим самым скотчиком, чтобы не изгадить. Вот так делаем потихоньку. Что-то двигаемся. Хорошо было бы, называть правый берег, левый берег. Да. Понятно было. Понятно, у нас правый. Как если бы коридор это не вам. Да, да. Ничего, помаленьку все делаем. И еще зацепим потом еще верха. Мы уже здесь шпаклевали вот вверх между валиком и карнизом вот этой вот плоскости. И зацепим везде, но это будет потом, когда мы будем шпаклевать именно вот это все, то, что сейчас вот я шлифую, потом сетка. Когда будем шпаклевать, вон видно такая темненькая полоса. То есть это там и штукатурка, и шлифовка. И надо как-то свести, наверное, в кучу будет. А тут, когда окна делали, что, за раз не получится у нас сейчас с этими откосами, потому что здесь, когда делали окна, вот здесь как бы с правой стороны они что-то коробки все сделали, шлифмашиной пообламывали нам штукатурку, поэтому придется грунтовать. Сегодня загрунтуем, и завтра можно будет штукатуркой заделать вот эти вот места. Вон видно, вот отсыпается, то есть они тут, ну, вибрация, и вот так и отвалилась штукатурочка известковая. Ладно. А, он сверху еще как много. Ну ладно, что. Хоть как-то. Что-то двигаемся потихоньку вперед. Так, шкурим, пошкуриваем. Прилетело новое задание. Я снял здесь наличники были, вон они. Там есть провод телефонный, надо его пропустить как бы рядом с коробкой туда вот. Потому что раньше что-то туда-сюда его провели позже, чем мы. Тут была штраба, и можно было в ней прокинуть вот туда вот в угол, там будет щит какой-то. Но нет, ну, надо было сейчас, и решили эти наличники снять. Надо было раньше их снимать, конечно, там подштукатуривать надо будет еще, можно было все вместе подштукатурить. Ну ладно, я хотел обратить внимание, нам вот эту стеночку складывал печник. Ну, который занимается печами, да, вот там она, как бы вот эта кирпичная стена, она отстоит от печи, то есть это технологично так. И он сделал, но тут сверху вот видно торчит изразец. Вот это изразец. И мы его прикроем, потому что, чтобы потом сохранить ремонтопригодность этой печки, чтобы не схватилось там с той стороны штукатуркой, мы закроем этот изразец. Просто, я думаю, Саша сказала, сейчас я сделаю, говорит, в стыке прикручу просто кусочек картона. То есть ограничим как бы штукатурку, чтобы штукатурка его не поймала. Вот он там, изразец. Ограничим, штукатурка ляжет рядом, и она будет в слое, и все будет хорошо. А он как бы останется отдельно, и потом, может быть, через годы кому-то захочется что-то здесь реставрировать, менять, убирать. И вот этот изразец, вот он, его можно будет вынуть спокойно. Вот такое я хотел так обозначить, показать, что вот такое место есть. А вот, все мы подчистили, дранку подчистили, подукрепили, надо будет ее саморезики еще приподкрасить чуть-чуть. Все прочистили, прогрунтовали вот здесь сверху. Саша идет нам противоходом. Это все обеспылил полностью, запылесосил. Он идет противоходом оттуда, с той стороны, и валиком грунтуем. И завтра, надеюсь, будем что-то клеить. А, ну да, еще отсюда вырвали. Ну как вырвали? Отняли наличник. Сняли. Демонтаж наличника или скотча? Демонтаж скотча. Очень весело было. Да. Лучше, чем вырвать скотч. Вырвать наличник. Ну, ладно, пускай будет демонтаж. Я мастер, я вырвал наличник. Сегодня трое, сегодня вторник, 18 октября. Ксения покрывает этим адгезионным грунтом, тут всякое разное. Подготавливаем, может, завтра, послезавтра заштукатурю. Здесь я сейчас, пока она еще не прокрашивала саморезики, она подкрутила тут, подтянула чуть-чуть вот это вот. Решили все-таки снять наличник, типа, чтобы получше подойти сюда. Ну, понятное дело, ладно. Сняли. Она прокрасит потом этой краской по грунту. Ой, грунтом по металлу, краской по грунту. Понятно все. Это самое. А я еще подсвежу. Тут видно, что вот эти две доски, это разные доски. То есть видно, что они не связаны дранкой. Как-то они сделали одну доску, оставили, видимо, на печку пространство, потом там построили печку с той стороны, вот она, а потом добавили доску и просто там дранки нашлепали. А я их свяжу, вот эти доски, чуть-чуть этими. Пускай маяков, и она все вместе прокрасит потом, да? А Ксения вчера тут подготавливала все по правой стороне окна, а сейчас проклеивает скотч. Вот, тут же крашеные окна, и будет заделывать, она прошлась тоже этим адгезионным грунтом, будет заделывать какие-то вот крупные, я так понимаю, такие вот крупные штуки. То есть тут у нас что-то было уже сделано, но потом тут работали с окнами, вибромашинка вот эта шлифовальная, и нам подваливали куски внутри.
Ну и ладно, сейчас будет заделывать, наверное. И вот работа с обычным скотчем. То есть обычный скотч, если бы у нас был Теса скотч какой-нибудь, там, не знаю, какой-нибудь хороший скотч, то его можно было, в принципе, на какое-то время оставить. Ну, нет, там же написано, у Теса там есть на неделю, на 2 недели, на 3 дня, да, разные, деликатные. Но если мы можем себе позволить работать обычным скотчем иногда, да, когда мы его сразу сдираем. То есть она сейчас произведет операцию и сразу уберет. Собственно, здесь они также делали вот вчера. Вот, еще штукатурочка. Здесь они обклеивались, здесь крашеный подоконник, они обклеили и сразу же убрали. То есть на один день, вот на одну операцию это можно. Даже лучше не на день, а вот прям заделал, встала штукатурка и выкинул его оттуда. Демонтировал, да, демонтаж скотча произвести надо. Сначала монтаж скотча. Постирала кроссовки вчера, принесла только один. Хорошо, что я с Сашей. Да. Саша, хорошо, что Саша сегодня не пришла, она пошла куда-то в другое место работать там. А это самое. Хорошо, что вот. Хорошо, что есть кроссовки хоть надеть какие-то. Смешно. Да. Очень смешно. Вы такие смешные. Учитывая то, что они в метро у меня упали. Еще ведро упали, ой боже. И раскатались, по-моему, по метро, да? Да. Мы раскатались по всему вагону, написал. Да уж. Компашка у нас веселая, в общем. Ну вот и заканчиваю подготовку. Сегодня прокрашивает эти. Взял 5 штук, думаю, достаточно будет. Скрепил эти доски, чтобы они были скреплены. Пойдем мы тогда клеить сразу это самое. Стеночки начнем с кухни. Наклеивать сеточку на стены. И я посмотрел, вот, говорит, больше даже воды. Где-то было, говорит, сколько, 60 на 40, да? И чуть-чуть я замечаю, есть блеск. Но он не сильно, это не пленка, но вот блеск есть. И мне это не нравится, надо больше, еще больше. Надо делать 2 к 1, 3 к 1 воды даже. Чтобы как бы пыли, что, я запылесосил уже все. И они как бы сверху, где работали, тоже там все обеспыливали изначально. То есть пыли как бы и нет. Надо меньше, надо еще меньше. В обычный тифингрунт надо меньше. Потому что ЛКФ, в котором мы аллигаторах работали, он как-то так не жестил с этой с пленкой. Значит, надо 2 к 1. Пробовать еще надо, значит, меньше. 3 к 1 даже, вот. Хоть как-то. Но пленка вот нам не нужна, этот блеск он не нужен. Так что будем в следующий раз больше воды, еще больше воды. Лучше 2 раза пройтись, там 3 к 1 сделать, там 75% воды, но пройтись раз за разом, 2 раза. И опять же, грунт глубокого проникновения, тут нечего укреплять. Это крепкая шпаклевка, да? Что не знаю. Я не ожидал от него такого подвоха. Ну ладно, но это еще не подвох, это не пленка. Чуть блеск. Ладно, значит, в следующий раз будем меньше самого грунта. Говорил же раньше про изразец. Саша вчера таки закрыла его. Там аккуратно как-то картоночку что-то туда-сюда оставил. Потом сверху пройдет штукатурка, и все, изразец останется как бы, который вот с той стороны, он останется. У него останется способность быть отремонтирован, то есть он не будет сжать штукатуркой, и как бы можно будет его вынуть когда-нибудь, когда-то, может, через годы кому-то это понадобится. Не придется ничего разбивать, либо резать. А там эта пластина штукатурки, как бы, тут же будет общее, как бы схватится все. И ничего там такого. Там это как бы не принципиальное место абсолютно. И там пятно это там 20 на 20, даже меньше, может, 15, 17 на 17 где-то, ни о чем. А так мы как бы защитили этот изразец несчастный вот. Единственный, который сюда почему-то вылез. Чуть-чуть мы поднаклеили, ну вот как оно было, вот так оно было как-то, да? Как-то вот так, не очень-то красивенько. А стало вот так. И уже нормально. Угу. Вот и подровняли чуть-чуть. Углы оставляем на потом, углы с перехлестами. Ну, оно видно, как мы делаем как всегда. То есть снимать этот процесс нам некому снимать, мы работаем. То есть мы наносим шпаклевку, зубчатой кельмой убираем излишек, приклеиваем, вычищаем, прочищаем, делаем гладко, заполняем где-то что-то, какие-то неровности. И вот, а такие места оставляем, чтобы потом... Когда мы придем в этот угол, потом мы отогнем, либо сначала нанесем, потом отогнем, чтобы эти квадратики как бы не оставались под сеткой. Потом шпателем их пригладим и обратно приклеиваем. Так мы и делаем постоянно. То есть намазываем не на 2 листа, как бы, а на 1 лист с перехлестом. Оставляем пустой перехлест, чтобы технологично под шпаклевкой был слой. И чтобы шпаклевка не намазалась, поскольку вот эти как бы нити сетки, они плоские, они имеют площадь. И тут может быть потеря в площади приклеивания, ну, наверное, 20% может спокойно будет. То есть она на 20% будет хуже держаться, чем когда она будет просто вот намазана сверху. Ну, это уже 100 раз мы рассказывали, показывали, нет смысла. В общем, получается вот так. Пока на этом этапе вот так. И я думаю, мы дойдем до конца.
До сюда мы не пойдем, поскольку здесь мы одно полотно метровое наклеим, это вот здесь где-то будет. Оставим здесь ухо, да, болтающееся, чтобы потом опять подойти. Здесь будет когда-то, может быть, когда-то будет дверь, коробка дверная, и потом здесь подштукатурим уже как бы к ней, когда она здесь будет, и уже продолжим вот эту вот как бы работу когда-то там. Пока в планах вот сегодня с кухней как-то разобраться. Мы треть сделали, нам 2 полотна мы наклеили, еще осталось 4 полотна вверх. Ну, вот тоже сверху ухо оставлено также. И пойдем выравнивать. У нас трое сегодня, Ксения там вон занимается, она поддувает прям, да. Потом пойдем шпаклевать по кругу, сколько успеем. Давайте посмотрим, чем она там занималась, что она делала. Она обклеила скотчем, так это видно, понятно. И вот она сюда, ой, какая жидкая. Это волмослой. Причем они замешивали позавчера эту волмослой, она встала за 10 минут. Вчера замешивали, за пару часов она встает, то есть вообще непонятно. Может, потому что она старенькая у нас, еще просрочена. Она задувает, а потом прорежет вот это вот место сюда к коробке оконной. Она прорежет, чтобы мы туда могли идти, ну, как бы, как мы делали внутри, фиброэластик. Фиброэластик и симлайт, чтобы разорвать вот это соединение между деревом и штукатуркой. Вот так пока. Такое. Нормально, нормально со шкурицей будет хорошо. Нормально. Ну да, она немножко подкрашивается и хорошо, и прекрасно. Главное, что мы разрываем соединение с древесиной. Вот дерево, да, дорезай и снимай скотч, да, а что нет. Так, а мы там поклеили уже на кухне сеточки, где должны были поклеить, но не поклеили углы. Углы сейчас сделаем отдельно. Вот углы оставлены, сейчас Ксения там дорезает сюда, потому что я рассчитывал, что по 40 хватит, нет, сюда надо 60, несколько кусков. И вот сюда еще надо. Вот. Сюда надо еще приклеить. И с углами уже будет готово все, и мы, наверное, тогда пойдем еще в коридор. У нас уже сеточки тоже привязаны сюда. Так, угол мы, по-моему, нигде не показывали, что мы делаем. Нам некому это снимать, и как бы у нас тут не съемочная бригада, короче. Вот есть у нас угловая сетка, у нас 60 надо было сантиметров, чтобы переклеснуться сюда и сюда, на вот эту сетку. Один держит, можно одному, кто-то держит, а я делал пальцем, иду по одной ячейке, как бы, ну плюс-минус, чтобы она ровно легла, то есть я как бы пальцем ее примял туда, идя по одной ячейке, то есть аккуратно сверху держишь, как бы вот в таком состоянии, и аккуратно вот так подравнивая ее на одну ячейку, чтобы она как бы более-менее в угол легла ровно. Потом большой шпатель и такой чуть поменьше большой. И оттуда просто на шпателе есть материал. Вот так и вот так. Сюда подсетку нанес тоже. И предварительно, ну вот эти, как обычно, мы их отгибали, намазывали и отгибали. То есть проходили снизу шпателем плотнее, чтобы квадратиков не было этих. И вот такое вот кое-что. И в другую сторону также. Здесь сверху полностью приклеил, потому что следующее пойдет на нее сразу же сейчас. И теперь сразу же зашпаклевал. Прикрыл сверху все. Где-то бугорок, видно ямка, вон видно хорошая, видно, что там ямка. Вон пузырик. Это нас не интересует, чуть попозже подойдем и еще разочек можем что-то прикрыть там. Углы сложные, углы делаются не быстро, они не хотят делаться, они не хотят лежать, сидеть там и так далее. Все, дальше уже с козырька пойдем наверх делать то же самое. Поклеили мы тут в этом самом кухонке сетку, да, вот, дошли до сюда и пол коридора мы сделали. Вот пару полотен еще здесь. Вот. И вот, как я хотел, над дверью мы закончили, прямо над дверью. Потому что, ну, как бы, пятно завтра мы продолжим, и пятно вот это вот, как бы, соприкосновений двух разных шпаклевок, как бы, будет в малом таком промежутке находиться. Да, нормально, хорошо, нормально. Подровнялось, естественно, все. Тут была дичь просто всякая разная. Теперь такой дичи нет. Ну и ладно, я не знаю, я думаю, до завтра это не высохнет. Надо будет, пока мы завтра там будем клеить,
и пойдем в прихожую, как раз здесь вот за 2 дня высохнет, тем более там где-то пушечка работает, а я ее направленно не ставлю, а как бы она туда вот куда-то дует в разные стороны, ну как бы чуть-чуть тепло и возмущает пространство нам тут воздух, ну как-то вот так. Ну и ладно, завтра продолжим эту работку, занятие вот это сеточное. Среда у нас 19 октября. То, что мы делали, оно почти высохло, вот чуть-чуть в углу я вижу, может влажное, но мы еще не дойдем сегодня шпаклевать, завтра будем шпаклевать, и здесь, по-моему, еще влажно чуть-чуть. То, что мы делали вчера, и мы уже кусочек сделали. Вот. Хотел показать, потому что тут сложные участки. Вон, я поразмечал везде, я думаю, видно следы карандаша, то есть у нас где-то был кусок какой-то сетки, использовали, какие-то куски мы нарезаем, чтобы вот сюда перекрыть эти углы. И везде с сохранением перекрестков. Я записываю, какой именно кусок там от метрового 50 сантиметров, как я буду разрезать, как пойдут перехлесты, чтобы точно везде как бы сетка пошла с перехлестами. Вот. И такой момент, вот на этот участок нам получается, наверное, квадратов 5 мы захватываем один раз. Шпаклевка, которой мы работаем. Вот она. Ну и ладно. Родман Финиш, да? Она очень привередливая. Я, по-моему, этого не говорил. У нас не самые чистые ведра, поскольку у меня есть чуть-чуть чистых ведер, которые я берегу как зеницу ока, поскольку ими как бы на шпаклевку это очень хорошо. Именно когда шпаклюешь, начисто там, прям финиши. И вот мы делаем не самыми чистыми ведрами, и она у нас схватывается очень быстро. И хватает на, ну вот на квадратов 5, наверное, поклеить сетку. Поскольку это же процесс, это занимает время, мы используем 2 ведра. Чистую берем, например, на стену нанесли, потом, когда снимаем с сетки, выкидываем в другое ведро, и потом из этого ведра на следующую сетку накидываем. То есть приходится чередовать. И такой момент, пол такого ведра, ну вот я не знаю сколько тут, 10 литров, по-моему, или сколько оно, половина такого ведра вот хватает плюс-минус на 5 квадратов. То есть дальше она начинает моментально, потому что ты шпатель, как бы ты ни делал, что бы ты ни скидывал, шпатель у тебя грязный, с рук у тебя валится, с одежды у тебя, вот, там кусок упал туда в ведро, и все, он провоцирует, как бы бустит схватываемость, и схватывается она очень резко потом. То есть она может быть классная, пластичная, но потом через минут 45-50 моментально в камень. Просто там считанные минуты, и она уже камнями пошла, и сразу в камень. То есть надо вот это такой момент, который мы учитываем, что надо по чуть-чуть наводить. Поскольку навести ее корыто не получится, она схватится, и придется выбрасывать. А там, нам такое не надо. Нам надо по чуть-чуть работать. Ну и время занимает, конечно же, время разгладить сетку, пригладить, выдавить, подвыдавить оттуда как бы излишек. И это все время. И плюс где-то что-то падает в ведро. Так что вот такой момент, такой нюанс работы этой шпаклевкой. Она хорошая, она классная, вот для этой работы, как бы я советовался с технологом КНАУФ, когда-то там еще, что вот такую работу хорошо ее выполнять. И она хорошо заполняет, где-то какие-то неровности, супер, все классно, но она привередливая, очень привередливая. Надо к ней приноравливаться. Ничего такого, зато как-то потихоньку работа идет, все становится более гладким. Ну, куда-то мы движемся к какому-то осязаемому чему-то. Надеюсь, что здесь у нас на этих всех стенах получится сделать, как мы сделали там. Там классно получилось, ну, относительно того, что было раньше. Так, у нас следующий день. Ксения снова сегодня с нами пришла. Будет она дальше продолжать заниматься. Уже по левой стороне мы идем. Эти самые примыкания, внешние откосы к дереву. А проклеивать и дальше будет грунтовать и что-то подштукатуривать. Низа тут как-то сделаны уже. Они уже даже подсохли. Ну, осталось вот такое вот кое-что тут. А мы начали на кухне с Ксенией штукатурить, шпаклевать. То, что мы вчера делали, оно почти высохло. Тут я даже чуть провинцем добирал, поскольку увидел, тут был очень кривой угол, и я его как-то подровнял чуть-чуть. Так, я помогаю этому сушиться, убрав пушку, развернув ее вообще отсюда, но хотя бы тут теплее будет, у нас отопление есть, но какое-то минимальное. А мы здесь. А вот мы где. Мы уже начали тут кое-что. Начали тут большими правилами какими-то этими, кельмами большими, швейцарскими. Что это шпаклевать. Я вот это делаю, мне нормнее. Вот. Потом посмотрим разницу, потом выключим этих мигающих товарищей. Тут сейчас сделаем и посмотрим, как оно было. А, собственно, там было так же, как и здесь.
То есть, как оно здесь, это высохло, мы не грунтовали, поскольку здесь пыли не было, ничего не было, мы просто чуть-чуть увлажняем, чтобы быстро не выхватывало влагу, как бы основание из шпаклевки. Посмотрим разницу. Ну вот, тут так вот получается. Вот такие мы добираем еще, добираем этими большими штуками. И вот, ну, как бы, цели сейчас гладко делать не стоит. Какие-то вот эти заусенцы всякие потом собьем, и когда пойдем поменьше шпателями. Да? Ты что? Мы все больные тут. Мы все очень больные. А вот здесь вот так было. Уже смочили, я не подумал что-то. Ну, в принципе, оно понятно, как оно. Вот все сетка где-то проглядывает чуть-чуть. И вот здесь, не знаю, как видно, не видно. Ну, вот так камера, наверное, может быть, что-то увидит тут. Вот наплывы такие. И получается, мы еще раз подравниваем. Вот такое тут происходит всякое. Что, пока у нас здесь не подсохло, идем к следующим слоям. Мы дошли до конца на кухне, вот, ну, как бы, куда нам надо было. И пошли еще раз. Вот не стараемся сейчас вывести какую-то там супер гладкую плоскость, но оно как бы норм получается. Где-то местами чего-то такое там остается чуть-чуть, но мы еще раз пойдем сейчас небольшими, 25-ми, там 30-е, по-моему, шпателя. Опять этот клей какой-то, вот это что-то, вот это вот, я не знаю, что это такое, какая-то сопля, короче. Опять оно у нас есть в этой шпаклевке. Это не из ведра, ни из чего. Ведро, кстати, взяли чистенькое, чистый шпатель. Нам сейчас надо, чтобы она уже была прям чистая-чистая. И поехали вот так вот. Хаотично, туда-сюда. Где-то что-то, если осталось, наплывчики какие-то, это не важно, потому что мы еще раз пройдем и уже тогда точно, досконально загладим более жидкой шпаклевочкой. Ну, как-то уже так. Лучше, с каждым разом. И второй проход получился. Вот так получается оно. Где-то, ну, где бы так сделать, чтобы видно что-то было. Оно мигает. Есть оставлены какие-то задирочки туда-сюда, что-то это такое вот. Надеюсь, это видно. Чуть-чуть. Мы не старались в этот раз это выровнять, нам это не нужно. Нам нужно потом только пригладить. Это где-то ямки, еще что-то. И еще сейчас пойдем снова проход и в это все пригладим. И это станет наконец-то гладким и под ошкуривание, под шлифование. Это будет готово. Угу. И третий раз. Третий проход получается. Ну, не знаю, камера что-то увидит, не увидит. Короче, гладко. Оно получается гладко. Потом я включу этот общий свет и, может, под ним выключим этих товарищей. Вот как оно было. С такими какими-то заусенцами, еще с чем-то. Мы этого не боялись. Мы знали, что мы в следующий раз перекроем. Ну, вот здесь, наверное, видно, что у нас осталось после вот этого первого приглаживания. Ну, это вот эти вот торчащие штучки, всякие вытачивающие, шпателем убираются перед проходом, и нормально получается в итоге. Сегодня мы переходим шпаклевать вот сюда, в коридоры, в прихожую. Вот так-то. Мы с Ксенией, с одной Ксенией будем там заниматься. Все, что мы вчера сделали, у нас уже почти высохло. Ну, кроме углов, конечно. В углах чуть еще. А вот хорошо видно, как оно и получилось. Получилось классно, супер, гладко. Но не совсем гладко. Это все будет шлифоваться. 240-й, это будет просто зеркало. Что сделает здесь Ксения? Ксения, мы ее поставили творить инженерию. Что-то у тебя высоко, кстати, там высоко получилось, очень широко, по-моему. Ну-ка, примерь еще раз. Не, выше. Нет, не широко? А, мне показалось. А просто угол вот так вот чпуньк идет. Ага. Ксения с помощью специальной маленькой палочки, палочка у нас 8 или 7 миллиметров, отмечает с одной стороны и отмечает с другой стороны отсюда, а потом туда шлепнет два маяка с этой и с той стороны и будет обрезать этот наш острый угол, вот этот острый угол. Он нам здесь острый не нужен, здесь должна быть фаска, как была историческая. Но только они свою историческую фаску делали сразу, по-мокрому, а мы сделали ее так. Ну, в силу обстоятельств. Мы ее вырежем, просто вырежем. И она отмечает одинаковое расстояние везде, чтобы потом по этим линиям разместить направляющие, собственно, отсюда маячок, отсюда маячок. И по маячкам просто как кожуру срезать этот нам ненужный угол. А потом уже с ним можно будет что-то делать. Как-то с ним можно будет работать. Так, шлепаемся помаленьку, тут уже шпаклюем, пошпаклевали сколько-то кусочек на первый раз. Идем снимать ее мучения и старания. Страдания! Ну никаких страданий, нормально на самом деле.
нормально на самом деле, она искривляет, все правильно делает, то есть мы искривляем маяк. Маяк же удобен чем? Его можно кривить туда. Ну-ка, давай попробуем. А вот. Вот его можно и так делать, и сюда, и туда, и вот так делать, всяко разное. И, наверное, может быть, был бы и какой-то другой способ, но это тоже вроде бы как способ. Ну, я не ставил задачу придумать самый оптимальный способ выполнения этой работы, поскольку это разовая работа. У нас всего 2 таких окна, и все. Можно было придумать какой-то кондуктор, но тут разные углы везде, что-то придумать, какую-то плоскость, что-то, какой-то нож, который приделать к ней, который бы резал нужную глубину, но нет. Нет, не станем заморачиваться, проще сделать и забыть. Вот так. И вот он, и вот так, и вот так. 2 установила маячка, сейчас попробуем, как оно что будет тут. Смачиваем, чтобы это легче резалось. Как бы по 2 направляющим. Ну, посмотрим, какова наша идея в реальности. Реал-тайм, да? Ты хочешь убить мне эту самую стамеску? Ну, стамесочку. Ну, ладно. Я ее наточу потом, наверное. Нет, наоборот. Вот так. Вот так. Давай снизу. Давай как-нибудь так. Первая проба пюре. Нифига не смочилась. Ну, она поскольку острая. Ты знаешь как? Стой. Ты доходишь чуть-чуть почти до этого самого, до края, а потом, наверное, надо смочить. Вот. Ага. И потом еще раз. И что? Да и норм. Получается. Вообще, Как-то да. получится. Что-нибудь получится. Ну да, вот режется аккуратно по этим самым, по 2 направляющим, идет себе. Давай Если- на 2 раза, да, а потом За 2 раза, смачиваем. да, надо. Угу. Ну, Ну вода да. не А проникает сейчас покажу. глубоко. А вот первый слой, там осталось 2 миллиметра, первый съем сделал, а потом еще раз, да. Можно будет смачивать. И так и срежем. Ну, придем потом посмотрим на результат. Это первое прям. Сеня по одной будет делать, по одной стороне, потихоньку. Ну, нормально делается, режется что-то. Снимем, покажем. Снимем, покажем. Ага, да, потом покажем. Значит, все видно. Видно, тут стена загибалась сюда, как бы это старое все, тут сюда что-то загибалось, вот здесь очень сильно загибается вот так. Тут почему-то, ну как стена идет, так мы делаем, мы ничего не меняем особо. Ну и не особо, а вообще мы ничего не меняем, делаем как оно есть, как бы по факту стена, по факту вот старый откос. Вечереет. Что, мы с Ксенией прошли, вот на 3-й раз мы проходим, самый крайний получается слой, самый гладкий. Здесь можно посмотреть, как оно, вот он, и вот как оно было до него. Ну, я думаю, понятно. Классно, супер. Пойдем посмотрим, там есть интересное, где Ксения, еще одна Ксения делает откосики. А вот тут она откосики делает. Тут ничего не видно, лампочка слабая, будет слабо видно. Но там подсохло, уже можно будет посмотреть, как оно получилось. Что, получается? Получается. А вот так получается. Не знаю, камера увидит, не увидит его, как бы с какого угла. Такое освещение не особо. Ну вот, например, вот так. Собственно, так, как оно должно было быть. Стеночка у них как тут кривая, ну и ладно, такое оно и будет. Где-то местами, а вот здесь прям вот фронтально я вижу, там что-то не то, чуть-чуть пошло. Но мы здесь будем подшкуривать, еще будем подшкуривать, еще будем подшпаклевывать. Все эти, ну как бы заделаем штукатуркой вот эти вот саморезики были, да и будет нормально, наверное. Ну вот, собственно, так, как оно и должно было, наверное, получиться. Может, угол другой, ну и сделали одинаково с 2 сторон. Как бы для чего эта фаска, вообще для чего она нужна? Чтобы не сбивать острый угол, вот для чего, вот ее работа. И нам надо будет вот еще вот эти ребра чуть-чуть как бы подскруглить, вот так, подсобрать их. Вот так будет нормально, наверное. Я думаю, вот такое будет финишное где-то что-то. То есть не оставлять их острыми, это не нужно, потому что острые легко сбить, сколоть предметом, еще чем-то. А вот так чуть-чуть как бы пригладить немножечко, и будет классно. И сюда, и туда, в обе стороны. А ну-ка. Ну, вот так. Да, классно. Ну, здесь подшкурится, где-то что-то, видимо, толщинка. Ну да, вот. Видно, тут чуть-чуть недоборчик. Ничего, это все подровняется. Самое главное, задаем направление сейчас. И как бы толщину, ширину, не толщину, ширину. И будет хорошо дальше все с этим.
Вот и остался там один вот эта верхняя перемычка, это самая горизонталька только. Одна у Ксении осталась, и это будет сделано уже. Угу. Так, понедельник сегодня, 24 октября, продолжаем работу. У нас сегодня двое, ползает там Ксения. Будет она заниматься окнами, потому что есть некий план, что вот правую сторону квартиры подогнать под покраску, чтобы она была в более таком репрезентабельном виде, скажем, чтобы можно было в любой момент подойти и что-то и покрасить, например. И остались у нас недоделанными только откосы. Вот здесь как бы, тут пошкурить надо потолок, по-моему, низ, что-то такое, тут все пошкурено, да, остались откосы только. И Ксения сейчас по правой стороне пойдет, там она и срезала где-то добавляла вот здесь. И надо подготовить, чтобы можно было зашпаклевать это все. Подготовить вот эти места, прорезать, чтобы можно было сюда хорошую эту самую. Кстати, только что позвонил в Стройлюкспроф насчет Тесса, насчет этих самых, чтобы красить, насчет Анза. Ничего нет, ничего нет. Будем, как это самое, воевать обычным скотчем. Так, а ты чего делаешь? Ага. А Ксения вырезает защиту для подоконников. Те, кто их... Нет, тут не от самой себя. Тут фишка-то в чем? Те, кто их делали, должны были бы их защитить, чтобы их не покоцали, не пробили. Кстати, кто-то уже помял. Нормальная тема. Ну, это не мы. Это не мы. Нет. Нет, это не мы. Это не мы. Это не мы. Нет. На самом деле нет. На самом деле нет. Мы обходимся с ними бережнее, чем те, кто их делал, эти подоконники. Тут какая-то часть их сделана. Мы вот пытаемся укрываем каким-то укрывным материалом, чтобы можно было тут шлепаться, шпаклевать и так далее. Так, а я пойду вот сюда. В пятницу я поставил маяк здесь. Этому можно отдать чуть-чуть как бы времени и рассказать о маяках немного. Здесь маяк по согласованию с собственником поставлен не в уровень. Я здесь промерял, тут есть старая стена, где она была. Вот она тут. Здесь я поставил картонку, чтобы не приштукатуриваться сюда. Вот была старая стена, и там у меня маяк стоит фактически по ее уровню. Вот. Здесь уходит от реального уровня на сантиметр. На такой длине. То есть это по согласованию с собственником так сделано. То есть должно было быть на сантиметр, там 11 миллиметров больше выходить сюда, но там и так толстый слой снизу. Плюс еще есть усложнение в виде вот здесь выступающих дранин. Я еще пробегусь. Маяк сейчас закреплен. То есть я сначала его на вот эти... Кстати, первый раз работал вот этими креплениями для маяка. И мне понравилось, прикольно. Выставил, как мне надо, вот эти вот саморезы на дюбелях. И потом примазал просто этой самой штукатурочкой. И я их сниму и сохраню на дальнейшее. Там, может, еще будут такие работы. То есть я не буду их хоронить. Ну, они как бы зачем? Мы так хорошо примазали, что тут будет очень крепко все. Маяк 6 миллиметров. Здесь сверху выбрана как бы точка привязки. Это остаток стены. Вот он. То есть остаток старой стены, мы привязываемся к нему. И что я говорил, давайте чуть потратим времени на это. Так вот, установка, у меня один маяк, было бы их много, да. Как мы можем поступать? Это некое рассуждение, это никакое не правило, поскольку правил в этой игре не существует. Единственное правило, это те, кто делают проекты, они придумывают правила. Но мы не делаем проекты, мы действуем по факту. Как нам надо вот сделать, да? И поэтому некие рассуждения на тему маяков в старом фонде. И особенно маяков тогда, когда у нас есть привязка к карнизу. В других случаях нам не интересно, даже если там 5-7 сантиметров будет, но не будет карниза, какая разница, ставим ровно маяки, да, и гоним штукатурку. Но, когда нам надо привязаться к старому карнизу, как мы можем поступать? У нас будет 3 варианта. Когда мы начнем ставить маяки, когда поставим, там, подвесим отвес, либо поставим лазерный уровень, да, будет 3 варианта. Самый простой вариант, это когда мы точно попали, когда у нас точная вертикаль попала в остаток стены, именно в остаток стены. Демонтаж, предварительный демонтаж, когда демонтируем штукатурку. Ну вот надо, захотели. Демонтируем штукатурку со старых стен, да? Мы всегда оставляем несколько сантиметров стены под карнизом, чтобы не приходить, неправильно будет срезать прямо в карниз, потому что потом не найти вот эту толщину полки, а правильно будет, скорее всего, мое рассуждение, мое субъективное мнение, правильно будет оставить 3-5 сантиметров старой стены. Оно не везде останется, где-то там же линия разрыва происходила, да, то есть карниз тянулся отдельно, стена отдельно, где-то оно отвалится, но в массе мы получим везде точку привязки, некий пояс. Там, кстати, проходит маяк, который идет на стену, который тянулся вместе с карнизом, так называемая отмазка.
или отмазки, как Шепелев заявляет, что они называются. Ну, некий маяк, по которому потом делали стену. Угу. Так вот, варианты, какие мы получим после того, как уберем штукатурку. Идеальный вариант, у нас все точно ровно совпало. У нас уровень совпал с карнизом. Но мы его, если получим, то в очень ограниченном количестве мест. Потому что где-то будет у нас карниз завален внутрь, за дранку, за уровень дранки. То есть он будет глубже, чем уровень дранки. А в некоторых случаях, вот как у нас сейчас здесь, он будет наоборот выступать, нависать. Здесь так получилось, потому что здесь вот сейчас кирпич смонтирован на ребро, а раньше был обычно. Вот как бы плашмя лежал кирпич, старый, который здесь был, он был расшатанный, и поэтому его заменили. Он не связан с этой самой, с печкой. У нас здесь печка. И как бы вот эта стенка, она не связана с ней. Только, может быть, вот чуть-чуть, по-моему, вот здесь, где старый кирпич был, вот чуть-чуть какая-то там, по-моему, связочка есть. А там вот такое пространство между вот этим кирпичом и, собственно, печкой. Это как бы технологично, все правильно сделано. Так вот, у нас карниз здесь, наоборот, отвисает. Как бы он выходит. Видно, насколько от стенки, да? Он вот так выходит. То есть, и вот эти оставшиеся два варианта. Когда у нас карниз уходит от вертикали, либо, наоборот, западает туда, в стену. Как можно сделать, чтобы это было более-менее хорошо? Вот такое рассуждение. Как бы нам сделать? Я считаю, что хорошо будет делать, если нам нужно что-то куда-то изгибать. Если у нас не получается выставить маяк ровно, у меня здесь получилось выставить, но с чуть-чуть, с погрешностью в 1 сантиметр, потому что, чтобы не утолщать вот здесь снизу, вот там. Это наша договоренность с собственником. Мы договорились, что я ему сообщил, я никогда такие вещи не делаю в одиночку, то есть я как придумал, так и сделал. Нет, я всегда сообщаю. Вот есть такая тема, как делаем. Можем так сделать, можем по-другому. Можем выгнуть вверх, например. Нет, говорит, делайте так. Хорошо. Так вот. Хорошо будет, по моему мнению, выставлять, когда у нас карниз уходит от вертикали, выставлять ровно по плоскости, выставлять маяк, но 70 сантиметров, 80 сантиметров, 60 сантиметров визуально сверху подгибать или наоборот выгибать в линзу. Либо вот так выгибать, либо наоборот загибать к существующей линии стены. Та, которая осталась у нас под карнизом. То есть мы как бы, стена идет плюс-минус ровно, но она чуть-чуть подгибается. Иначе, если делать просто все ровно, там получится полка местами. А местами улетит под карниз стена. Сама плоскость стены. Если пытаться в ровное, это старое, это все старое. Здесь фактически все стенки, которые есть, они поведенные. У нас вот здесь, например, мы здесь просто переделывали же стены, да? Ну, не переделывали, а мы их подровняли чутка, но мы же ничего особо там, в идеал мы же не выровняли. И вот я думаю, что заметно у меня над головой, возможно, заметно, там идет вот так, к карнизу. Это старая стена, мы ничего не поменяли. Но там к карнизу идет вот такой загиб сверху. Вот на таком расстоянии. А так оно сделалось. Видимо, стеночка сама когда-то чуть пошатнулась, чуть ушла, где-то досочка выбилась туда-сюда, и со временем оно стало так. То есть пытаться здесь сделать ровно, что-то ровно, без полного демонтажа не получится. Так что вот такое рассуждение насчет маяков. Как бы можно делать, если у нас полностью демонтирована штукатурка на стене, мы можем все выставить ровно, маяки, но в самом верху чуть-чуть подогнуть, на каком-то расстоянии, где вот этот подгиб будет незаметен. Либо подогнуть к, либо наоборот выгнуть вот так на себя, если карниз сильно выступает. Такое мое мнение. Я так видел, как это работает нормально. Можно же на метре, можно попытаться чуть разогнать это. Опять же, под какую-то, не сверх там, какую-то темную проявляющую краску, это будет норм. Закатать валиком чем-то матовым, светленьким, ну, непритязательный взгляд, сантиметр-два в углу где-то, особенно в старой квартире, где все вот такое кривое, косое, не заметит абсолютно. Ладно, буду штукатурить. Штукатурить я буду остатками. У меня есть в остатке это самое, что это тут? Волма гипс актив. Осталось мешочков 6, я думаю, мне и хватит. Вот. И сейчас заделаю вот эту всю часть. И думаю даже, что это, наверное, высохнет довольно быстро, поскольку там же есть зазор туда.
между кирпичом и как бы печкой. И плюс это кирпич. И здесь все у нас прогрунтовано. Я даже думал, может быть, вот эту коробку, как мне мысль мелькнула, думаю, может быть, коробку как-то этой самой шлифмашиной пройтись ленточной. А потом думаю, о, да тут же прогрунтовано все, чувак, куда ты лезешь? Ладно, буду делать все равно как бы по маяку вот этому. У меня маяк будет коробка. Собственно, вот. Один маяк и маяк, собственно, такой металлический. Да, если будут какие-то рытвинки, то это мне еще лучше, поскольку мы все равно будем здесь шпаклевать и клеить сетку, как мы делали везде на старых стенах. Вот так. Ну и, наверное, вот этот участок, где сходится этот самый кирпич и доска, я, наверное, дополнительно, я не буду какую-то сетку сюда цеплять, тут бессмысленно, именно в штукатурку. У меня и нет хорошей такой плотной сетки. Но вот эту пятеркой я проармирую вот это вот место. Вот с этого надо будет начать, именно с армировки вот этого вот соединения дерева и кирпич. Ну и убрать вот эти вот для маяков вот эти штуки, крепеж. Очень удобный, кстати, да. Мы же не занимаемся такой штукатурной работой по стенам обычно. Вот я посмотрел, попробовал. Мне понравилось, как это работает. Это прикольно. Так, а начало я штукатурку с чего? Я подзабил щели пеной. Там, где были широкие щели, мне они как бы не нужны. И решил это самое. Тут же остались, я крепеж снял сейчас, и остались саморезы. А где они? Ну вот он. Вот, остались саморезы, и я их решил оттуда удалить, чтобы они там не чернелись и так далее. А вот обычной старой стамесочкой, вот, молоточком, они прекрасно сбиваются. Он сломанный, только что сломал его. Вот так. Вот. Нет. Хотя выкрутил его. Вот. Я уберу их отсюда. Поубираю эти все саморезы отсюда. Не нужны они там. Потом вытащу маяк, когда будет готово. И уже заштукатурю это место. Тут они не нужны, они в стене. Как по мне, можно их оттуда убрать. Не лишним будет. Так, чего? Начал с того, что подмазал там, где между грипухами маяки, чтобы оно уже там прихватывалось. И армирую, еще не заармировал, армирую сеткой вот этот стык двух материалов, кирпич и доска. То есть с этого начал. После того, как дойду до верха, все это сделаю и уже буду сплошным как бы штукатурить, сплошным слоем. Вот мы и заштукатурили. Пришлось Ксении пойти мне на помощь, я бы сам не успел. Но она плывет, она реально вот прошло почти или около 6 часов с момента, как я начал ею работать. Ага. Вот здесь я начинал прям. Вот здесь начинал. Но все равно я проминаю ее. То есть реально вот так. Разница между этими слоями была где-то минут 20, наверное. Вот и вот. Вот так. Здесь я оставляю картонку. Сейчас я вытаскиваю. Здесь я вот так подрезал стену. То, что упало, там подправило. Ее сейчас, если вытаскивать, то можно отломить. Как бы вот здесь. Не хочется так сделать, хочется, чтобы было ровно. Поэтому сюда подубрали все, и завтра выдернем. И тут опять, да, у нас остатки, там были несколько мешков оставалось. Ушло, кстати, по-моему, 5 мешков. Вот. Тут меньше, чем 1,5, метр 20, наверное, на 3. И вот столько ушло. Это вообще вот, она жидкая. И так, поэтому и маяк не трогаем. То есть маяк так и остался. Здесь пришлось выгибать плоскость как-то по-своему, потому что там дальше, тут как бы своя движуха, и здесь вот так вот наерзано, видно, и правилами, и как-то гладилками, чтобы как-то это свести вот сюда, к коробке, чтобы здесь не было толщины, чтобы наличник плюс-минус ровно здесь пришел, лег сюда вот. Так что вот так. Уже эта работа сделана. Вот. И да, это другая, то есть мешок один и тот же. Вот они. Вот. Одни и те же мешки, но штукатурка по факту другая. Совершенно другая. В ней больше перелита по ощущениям. Она вот как-то вот чуть-чуть там раз-раз, и она уже задирается. А это как бы более плотно, как будто здесь больше гипса в ней. И пластификатора. Не знаю, разные заводы. Ладно. Главное, что это сделано, это будет сохнуть уже. И можно будет оттуда вот сетку здесь. Мы специально оставили такой для сетки. Чтобы потом приклеить ее. Хотя можно было только сверху оставить, не знаю. Я хотел еще сюда поближе, еще кусочек сетки наклеить. Угу. И потом, когда все высохнет, уже можно будет дальше пройти сеточкой. Сюда и туда вот. Вот так угол получился какой-то такой. Не знаю, да, чуть-чуть как будто.
Ну так, идет. Нормально, нормально. Здесь по маяку все сделано. Придется, после того, как высохнет, и выдернем, придется грунтовать, но тогда более-менее нормально замажем. Если бы стали бы рвать сейчас, у нас бы полстены оттуда вывалилось. Ну реально, вот это вообще. Хотя прошло, вот с момента вот этой прошло пару часов. И я делаю ее густую, реально густую, на 13 литров или 13,5 литров на 30 килограмм. Я не знаю, вот кто занимается машинным нанесением, если ему такой разнобой приходит, как они там, не знаю, сортируют, наверное, мешки, потому что это же разные настройки нужны, это разные по факту материалы, разные штукатурки, только в одном мешке. Следующий день, 25-е, Ксения здесь дальше продолжает, у нас это вторая комната, получается, справа. Ксения дальше вот с окнами ковыряется, подшкуривает и готовит под то, чтобы шпаклевать откосы. Так, я буду заниматься пока мелочухой разной. Я хочу позащищать наши углы. У нас нет углозащитных каких-то штук. Просто накручу обрезков гипрока, чтобы бить гипрок, а не стену, которую мы так тут с каким-то трудом выводили. Вот эти все уголочки проемов вот эти вот. Вот здесь тоже, где носим козлики, постоянно норовим ударить что-то. Она подшпаклевывает вот эту вот часть, где это новодельная стена, но там оставлено было нам на штукатурку сколько-то. Собственно, мы там как-то что-то делали, поэтому мы выйдем на эту новодельную стену шпаклевкой. Вот здесь новодельная как бы штукатурка, и здесь новодельная. И так везде, собственно. И здесь тоже, здесь все прогрунтовано, грунтовали, когда занимались стенами. Когда занимались вот этой работой, тогда и прогрунтовали. Так. Еще по мелочи насобиралось всякого. Я иду вот здесь, и вчера штукатурили, прорезаю вот здесь, пока она мокрая. Так, перехвачу в другую руку. Пока мокрая штукатурка, и отрезаю от дерева, чтобы она потом... Ну, не надо оно там. Пускай, если будет трещина, она там в глубине пройдет, иначе она может выломить кусок где-то. Как бы, когда будет высыхать. Что логично. И так вот отрезаю, вставляю такое... Вырву маяк, наверное, сегодня. Сдемонтирую, не вырву, а сдемонтирую маяк. Да, и можем сегодня, наверное, все толпой начнем чистить в этой комнате. Это первая слева комната, получается, от входа. Обои. Огроменные толстенные слоя обоев. Не знаю, что-то, может, найдем интересно. Но я тоже точно вижу выход вот там как-то. Доски идут вот так. Тут, возможно, дверной проем. Хотя он не простукивается. Одинаково простукивается. Возможно, он был заделан, потому что здесь, вот там же лестничная площадка, сюда входная дверь, там дверь у соседей, вот с той стороны. И здесь тоже есть дверь, вот здесь прям с той стороны. Ну, я не буду этого показывать с целью какой-то анонимизации, да. Но там была дверь изначально, она там стояла, но с этой стороны во время постройки было сделано вот это вот. То есть здесь зашили дранкой и сюда вот это вот. Пакля, не пакля, вот этот вот, войлок, не войлок, вот этот вот утеплитель. И он здесь, в этой стене тоже. Так что здесь, возможно, нарисуется проем какой-то. После того, как удалим обои, станет понятно, что там происходит. Начал я чистить, потом все вместе накинемся. Камера садится очень быстро, я думаю, мне не хватит. Хотел показать, здесь 7 слоев. 7 слоев обоев. Это с самого происхождения этого дома, скорее всего. Так, самые верхние, смотрим. Самый верхний, вот этот слой. Вот он, самый первый от нас, с нашей стороны. Самый первый, за ним идет вот этот. Розовенький, да? Это второй. Под ним идет вот этот с этими. Вот от такой какой-то графики, что-то, какая-то геометрия чуть-чуть. Вот этот вот слой. Это третий. Под ним идут газеты. Вот они. Это какие-то советские газеты уже. Вот. Потом идут коричневые обои, вот они, коричневые обои, и под коричневыми обоями уже идут дореволюционные газеты. Вон, пожалуйста, Яти уезжает что-то куда-то. А ну-ка, уезжаю, безопасное сбережение, сберегательное что-то. Починка летние ткани и так далее. 7 слоев. 7 слоев. Ну, за один раз не получится, я один раз увлажнил все обильное, что получается содрать за один раз, да. А дальше сухое, и вот как бы уже оно уже не пойдет так легко. Ну, может, что-нибудь найдем. Какой-то находка, может, будет, покажем потом. Может, какой-то что-то интересный кусочек газеты какой-то будет, с каким-то интересным текстом, либо картинкой. Так, помаленьку идет, и нашел еще один слой. Вот такой какой-то, он как бы вместо советской газеты, видимо, им внизу было лениво наклоняться или еще чего. Видимо, они что срывалось, то срывали. Наверное, этот слой в массе, может, мы его еще найдем где-нибудь. То есть он вместо советских газет, тут, которые вот на коричневом были. На коричневых вот этих вот обойках. Вот.
И тут снизу видно, что вот всего один слой, например. Но они срывали, все, что сорвалось руками, то и нормально. А все, что держится, то оставляли и клеили следующие слоя. Так что тут можете не 7, и 8, и 10 слоев даже быть с самого начала. Как бы за больше, чем за 100 лет уже получается. Ну такой прикольный цвет, грязный такой. Я все думаю, что все какие-то вот эти, как с самого начала, как бы с момента постройки дома, это все-таки, скорее всего, были какие-то дорогостоящие обои, там, всякие Little Green, там, и так далее. Уже потом, дальше уже были как бы советского производства, ну, которые вот эти вот. Ну, и местами еще вот так есть. Вот, полностью. Там держится все на обоях. Там также было. То есть вот тут тонкая штукатурка прям. Ну и здесь, не знаю, посмотрим потом. Может, стена что-то где-то... Да, хотя доска вроде крепкая на месте, а дранка снизу, вот она двигается. Здесь двигается, здесь никак не укреплена тут снизу почему-то. И вот из-за этого движения, вот из-за такого, вот так, оно больше света. Вот из-за такого, оно, видимо, здесь все отопрело под такими слоями обоев. Ну вот, собственно, вот. Все спрело и не держится, не работает. Сколько это выпадет здесь штукатурки? Ну, где-то, мне кажется, все-таки, что здесь дверной. Камера садится, не дает. Короче, там 61 год, газеты советские, которые на этих слоях, 61 год, там критикуют французский империализм, а здесь в 98 году женские курсы французского языка. Всего-навсего разница в 53 года перед нами лежит. Вот такая в газетах 908 и 61 года. Ну, следующий день, и нам осталось меньше половины. Не очень-то, конечно, быстро, и тут надо еще допройти, поскольку даже вот здесь, казалось бы, чисто, есть следы клея, остаются, их можно снимать этим. Хочешь, ножиком можно вот так удалять, лучше смачивать, а потом еще желательно пройтись, прям чтобы чисто-чисто было, желательно пройтись еще этой самой корчеткой. Но мы сначала так пройдемся, и потом уже досконально сверху вниз пройдем, чтобы убрать вот это все. Это нам не нужно, это все-таки слой не слой, но вот здесь какая-то дополнительная что-то, нам это не нужно. Нам надо дойти до чистой поверхности. Может, даже потом промоем водичкой, как мы уже делали. Чтобы хорошо грунт ложился, чтобы хорошо следующие слоя, как бы, происходила адгезия. Вот. Пока двигаемся дальше. Вот, нашел тут Шустов. Вот. Всякие разные объявления встречаются. Мне там встречалось где-то это самое про кормилицу. Мамка от второго ребенка. Мне понравилось, что кормилица искала себе как бы заработок, да. И вот нашел прикольное объявление. Это 907 год. Непонятно кто, но тут удалилось кусок газеты, непонятно кто, предлагает изящное мужское платье с рассрочкой платежа и на самых льготных условиях, не обременяющих домашнего бюджета. Главное внимание обращено на прочность товаров и полное удовлетворение господ, заказчиков и покупателей. Вот так надо, вот такое вот объявление. Длинное, изящное и красивое. И мужское платье, да, еще. Ну, тогда так применялось такое слово. Господа рекомендуют молодую видимо, образованную эстонку. Горничная или ходить за барыней. Можно с рукоделием, интересно. Вот хорошая тема. Что-то роскошные барские квартиры сухие. Сухие квартиры. Такой момент, что когда шла массовая застройка, как раз таки вот 5-й, какой-то там 12-й, может, год, да, тут я не очень силен в истории, но вот в этом десятилетии чуть больше, квартиры сдавали мокрые, то есть заштукатурили эти самые, известковой штукатуркой заштукатурили, быстро все сделали и их сдавали быстро, чтобы заселять жильцов. И там случаи туберкулеза, плесени и так далее были в этих самых... Ну, в этих комнатах, в квартирах, которые сдавали, не просушивая их. Там, по-моему, даже целый комитет был, который следил за тем, чтобы дом в эксплуатацию после постройки сдавали просушенным, чтобы люди не болели там и так далее. Так что вот, квартиры сухие. А вот барская квартира, 17 комнат в 3-м этаже. Это вообще VIP. 17 комнат, да, литейный 16. Ну, понятно, литейный 16, чё уж. Что, на самом деле, как? Она очень медленно чистится и сложно, поскольку мы смачиваем регулярно, постоянно смачиваем, но идет какими-то там полслоя за раз, по чуть-чуть, там 2 слоя, может быть.
Вот так, понемножку, понемножку. За раз, естественно, столько не снять, не прорезать. Кстати, мы подснимали много этих самых фоток, поделали, объявлений всяких у нас в Телеграм, этом самом. Что? Так, в канале. В Телеграм-канале, в Телеграм-чате у нас там есть эти самые фоточки. Ну и как-то вот так, то есть приходится, вот сколько ты сделал, там ниже уже сухое, и еще раз смачиваешь, раз за 3 получается. Вот мы второй день, но мы вчера не полный день делали, но сегодня до обеда, наверное, сделаем, может быть. Она не успевает промокать, конечно, хорошо. Такие серьезные слоя, 7 слоев обоих. Ужасно, ужасно. И хорошо, что я смотрю, очень мало трещин. Вот вижу трещину. Почему-то здесь, вот собственник сказал, что здесь двойная стена. Я думал, здесь проем, нет здесь никакого проема, но почему-то вот здесь, вот я вижу доска, которая идет вот так. Вот так доска идет. Почему-то. Она не идет вот так, волокна я вижу, они идут. Может быть здесь и тут сверху такая же, но там, и там пустота. Да, там пустота, это двойная стенка. А ну-ка линеечку возьмем. Да, я там что-то уперся. Вот на такой глубине. Сколько там получается? 12 сантиметров еще за доской. Прям туда. То есть здесь, возможно, вот так доски идут. Непонятно почему, не знаю. Ну, как-то так. То есть здесь стенка двойная, плюс вот это еще, как бы, я так понимаю, не утеплитель все-таки здесь, а звуковой барьер для звука. Как это? Как это называется? Акустическая вот защита, да, получается, что-то такое, да. То есть, что здесь как бы и соседей нам не слышно с той стороны, очень мало. Звукоизоляция, точнее, звукоизоляция, правильно. Вот такое какое-то. И, видимо, они идут, тут что-то крепили, поэтому выбили такие штуки. Но здесь, видимо, доски идут вот так, горизонтально. Не знаю, разбирать мы точно не будем. Трещин мало, из-за этого, наверное, из-за этого трещин мало. Серьезных трещин нет, а есть все-таки, ну, такие вот выпадения где-то. Где-то я внизу видел, вот. По-моему, здесь места, где вот видно, что вот раствор был без извести. То есть мало извести в нем, прям песок осыпается, вот видно. Вот песок я сыплю оттуда, песочек. То есть вот нормальный, вот. Его надо царапать, штукатурку, да? Ее надо поцарапать, чтобы она падала. А там песок просто высыпается. Я делаю такое заключение, что... И причем это в одной какой-то области, вот здесь снизу только. Я делаю такой вывод, что просто не промес, либо мало и звездки кинули туда в раствор. И поэтому оно так держалось на 7 слоях обоев, а потом вот. И местами вот так вот. Вон видно. Я проминаю просто очень тонкий слой. Вот. Это не то, чтобы бухтит. Тут очень тонкий слой, как бы это все держалось на плотном слое обоев, собственно. Вот. Ну, такие вещи можно... тут еще маяк проходил, видимо. Вон гипсовый маяк на стене был. Вот он. Ну да. Ну, как-то так. Ну, хоть что-то чистится. Хотя бы чистится. Ну и слава богу. Так, я попробовал там на стенке машины. И вот здесь тут краска какая-то, остатки. Вот на этой, на правой стене, как бы, ну вот в этой комнате слева, которая первая. Ну вот здесь вот так получилось. Ну, в принципе, да, шлиф машиной. Ну, надо проходить корщеткой здесь. Еще дополнительно, вот там, где остатки газет, они тут приклеены, надо ножом их срезать. А так, в принципе, ну да, ускоряет. Пойдем посмотрим, что я там наделал. Машинонькой. Да, надо еще дополнительно. Вот, корщеткой чуть-чуть пройтись. Убрать лишнее. Все, что вот такое. Не думаю, может промывать, не промывать, не знаю. Ну вот, до такого состояния. Где осталось где-то чуть-чуть лишка газеток осталось, вот, газетку так не сдерешь. Ну-ка, ножиком. А вот ножиком сдерешь. Ну, понятно, там ямка какая-то. Вот, ножиком сдирается. Вон кусочек газетки. Ну, значит, ладно, понятное дело, так надо поступать. Значит, на этой стенке так и поступим. Здесь сверху мокро, снизу подсохло, но надо все сделать одновременно. Значит, подсушим все полностью. Все высохнет, потом машинкой, потом ножиком и корщеткой до такого какого-то состояния. Но она чуть как будто даже прогрызает. Мне это не очень-то нравится. Может, все-таки... Если чисто корщеткой попробовать, ну это более трудоемко.
Ну, их чуть похуже получается, да, здесь же лучше. И чисто корщеткой. Не знаю. Можно чуть аккуратнее просто машиной делать и больше корщеткой, чтобы не прогрызать прям, потому что я уже вгрызся фактически. Вот этот слой затирки сверху. Вот его сложнее поцарапать, чем вот здесь. Это так плохо делать, наверное. Надо будет подумать, как сделать. Но машиной, да, быстрее. Но зато проедает. Сохнет стеночка эта обойная. А мы шпаклюем откосики. Что? Ничего. Что ничего? Мучаетесь? Да. Не мучайтесь, пожалуйста. Или мучайтесь хорошенько. Шпателями, вот так накинули и снимаем. Подравниваем. Ну-ка найдем место, где не выровнено. Потому что здесь сделано, здесь это пришлось больше набрать. Потом, когда высохнет, это будет, скорее всего, завтра, послезавтра, можно будет пройтись и поливкасить. Еще что-то, где-то, может, какая-то ямка, что-то где-то не так. Ну, вот кисточкой просто пройтись. Ну-ка, найду хоть место где-то, чтобы показать хоть что-то. Ну, вот здесь как бы выровнено, вот здесь уже я прошел, а вот сверху не делано. Вон видно, яма такая, да, в штукатурке, не получилось за раз. Вот ее надо будет, вот как раз вот шпаклевкой, она до 5 миллиметров, вот это вот можно будет убрать, вот этот косяк. Вот. Может даже не за раз, за 2 раза. Ну, получается так, живенько, кое-как. Как оно, собственно, было. Старые откосы, мы их восстановили. Тут не было половин. Кто не помнит, тут не было вот этих частей. Вот так вот. Везде фактически ничего не было. Восстанавливали как бы от половинки этого самого валика вот здесь. Ну, местами там было что-то, но немного там было всего. Ну что? Ты крутишься. Ты просто крутишься. Да, вот так. Вон видно сразу, как что добиралось, где добиралось и как добиралось. Все мокрые пятна — это доборы, это толщина. Ну что, сегодня какой-то следующий, 26-й, 27-й, уже не помню. 27. Уже 27-й. Ну ладно, окей. Продолжаем шпаклевать. Вот вчера тут шпаклевали. Ой, такого нашпаклевали. Ну ладно, это все под шкурицей. Кстати, его пропустили, не заметили. Это под шкурицей, может еще надо будет проливкасить. Где-то местами, где ямки, дырочки какие-то, вот что-то такое. Так в целом норм. Под шкурицей будет хорошо, наверное. Да. Пойдем посмотрим еще один момент. Момент, связанный вот здесь, где Ксения тут подрезала. Вот эти фаски она подшкурила, все приготовила, замазала дырочки вот эти. Все загрунтовано у нас везде, естественно. И вот так получается. Наверное, сейчас не особо их видно, эти фасочки. Не знаю, потом, когда все будет более-менее светленькое, уже будет лучше видно это все. Так, а я буду шлифмашиной все-таки пройдусь. Ну, вот я вчера пробовал, но это я прям прогрыз тут. Мне не нравится, как получилось вот это. Но так в тени видно, да, вот эти вот борозды, прям это слишком сильно. Надо что-то вот типа такого, то есть более-менее аккуратно пройтись, чтобы меньше работать корщеткой. Половину я сделал, и я не сказал бы, что что-то прям вот здесь, может, я здесь поддавливал как-то рукой, не знаю, почему-то здесь, может, непонятно, в общем, но здесь вот так. Разница видна, конечно, оно все было вот таким желтым, здесь как бы все уже побелело, что-то снимает, но много очень остается. Да, я попробовал вот сейчас корщеткой, но как-то вот так, это после машины уже. Ну вот надо как-то, может, сначала промыть, чтобы что-то пытаться смыть, какую-то часть, а потом, может, наоборот поступить, промыть, а потом корщеткой пройтись. Ну, прям вот. Вот такое что-то. Так, потихоньку движемся дальше. Ксения подмазывает, еще раз проходит, как бы не то чтобы вторым слоем, а этим самым кисточкой. Подливкашивает, где-то в ливкасе чуть-чуть какие-то коцки, которые, может быть, были не замечены, там еще что-то. Можно сейчас найти, ну, вот такое что-то, например, она, наверное, заделывает вот такое, я думаю. То, что, ну, как бы, понятно будет, что после ошкуривания мы лишний слой все равно сошкурим, а если вот сейчас этого не сделать, то придется нам, если мы пошкурим, мы увидим какие-то дырочки, где-то что-то там, что-то там, чтобы можно было добрать, да, и нам придется грунтовать, потому что мы пошкурили. А сейчас у нас пыли нет, ничего нет, и поэтому по чуть-чуть вот она и шпателем, там, и кистью по чуть-чуть подмазывает.
Два раза, чтобы работу не делать. Ну да, потому что получится еще грунтовать, то есть это временная потеря, а сейчас можно без грунта сделать, поскольку у нас не это самое. Пыли не было здесь. А ты тут что? У меня опять засохло. Опять засохло? Вот столько не хватило, вот столько. Вот столько не хватило, я вижу. Тут то же самое все делается. Ну не то же самое, все не первый раз это проходит, это и сам. Ой, какая дичь тут. Ой, ужасно. Там получше немного. Ну да, тут получше, а там очень дико. Ну да, надо еще раз, может быть, еще мазнуть где-то, то это, но уже как бы все ближе и ближе мы с этими откосами, с этими валиками, с этими пасками. Так, а я здесь все продолжаю с этими стеночками, и вот здесь я промыл. То есть перед тем, как... То есть я здесь щеткой не работал, здесь было вот так. То есть стало как-то равномерно желтое, я думаю, что из-за воды, потому что все-таки вода, и как бы она чуть, может, подтянула желтизну. Но было вот как-то так очень грязно здесь, я специально вот место обозначил, где я делал. Наверное, следует так пройтись. Наверное, следует промыть и уже потом щеткой поработать. А здесь полстеночки, ну, не пол, ну как бы сколько-то, какую-то часть я сделал, потому что там... Приходится останавливаться, потому что гвозди, может, не увидел, сначала прошел, вытащил гвозди, но потом приходится останавливаться, потому что там вот такие вещи, там костыли всякие вбиты, в стену что-то подвешивали, видимо. Ну, было вот так, а стало как-то вот так. Если или по-другому, если сказать, то было вот так, а получится где-то вот так. И теперь можно будет щеткой, еще там, где вот углубление, где диск, как бы шлифмашина не это самое, не достает, просто вот выдрать остатки краски оттуда. Вот. Вот так, вот так, вот так. Полностью убрать краску. Ну, хорошо. Вот такое где-то должно получаться везде, на этой стенке. Ну, вот так как-то. После машины, ну, она собирает больше 50%. Что намного проще ею, чем вот так вот стоять и щеткой делать, да? Проще потом чуть-чуть точечно что-то там, то, что мне не нравится, вот его убрать. Пойдем, кстати, с щеткой, попробуем там, где я смачивал, я там подсушиваю специально пушкой. Чуть рано не горячая, но все равно, хоть как-то, иначе пришлось бы целый день ждать. Ну, давайте попробуем щеткой еще сверху. Ну, я думаю, это достаточно. Я думаю, тут хорошо. Вот эта желтизна, это уже желтизна, которая от досок, от дранки и так далее. Как мне кажется, то есть это уже не клей. Как бы. Вот еще надрать просто. Вот так. Скорее всего, так надо все и делать. Сначала надо промыть, а потом, после высыхания, еще щеточкой доработать. Вот так. И, наверное, на этом надо останавливаться. Вот, иначе это будет стенка, не знаю, там, неделю, сколько тут, квадратов 20 стены, это будет не очень-то круто. Так, наверное, будет норма. Всяко так лучше, чем как-то вот так. Что? Говорит, хорошо моешь с усилием. Мой хорошенько, с хорошим усилием. Какой там допуск? Там что-то... Знаю. В училище какой допуск давали? Какой после 4-го разряда? Да? Может, меня нету, может, мне нельзя. Мой хорошо. Короче, идея какая? Не просто помазить тряпкой, а помыть что-то, вымыть. Ну, там я вымыл, мне в принципе подходит. Мы посмотрели, ну да, уже в прошлом ролике это было, что можно соду, там еще что-то. Я считаю, это достаточно. Сода, если использовать соду, сода войдет туда и останется там. Она не нужна нам ну, как бы в толще штукатурки там или еще в чем-нибудь. Горячей водой, относительно горячей, да, оно нормально вроде бы как бы что-то промывается. И надо еще ножиком подскабливать, по-моему, да? Или циклей. Вот такой, остатки бумажки где-то. По-моему, чисто получается, нормально. Потом еще щеткой и будет хорошо, наверное. Просто почище, чем там. Там очень грязно сверху, я не знаю почему. Почему-то так. Ну, надо просто мыть, да, мыть, вымывать. Ну, и пока Ксения тут будет мыть, я уже почти доделал здесь эту стенку. Ну, и буду щеткой прочищать, остатки краски убирать. Что делать? Надо делать потихоньку. Ничего, эти плакальщицы
Ноют, но моют. Моют, но ноют. В общем, заканчивают они мыть. Рабочий день заканчивается. И у меня на этой стене получается, это старая штукатурка, но местами есть цементик. Цементик, и мне он не нравится, поскольку он очень-очень здесь слаб. Он вот такой. То есть, как бы его там и нет, считай. Вот я протер его до основания. Тут когда-то просто подделали этим самым цементом. И я думаю, удалю я вот это вот тут квадратный метр, я удалю его все-таки. Если там что-то вывалится, да, скорее всего, вот здесь где-то вывалится. Может, там чуть побольше его было. Ну, я заделаю штукатуркой. То есть, оставлять этот кусок, я не вижу смысла в этом. Причем, что он сходит вот так. А там дальше вот уже родное все. Вот оно. Вон, как щеточка прошел, там даже обои. То есть это намазано было на обои. Если здесь какие-то остаточки есть, обоев чуть-чуть, то здесь даже много местами. Все, следующий день. 27-й, по-моему, какой-то. Нет, А какое? 28-е. Уже 20. Короче, да. Мы не думаем об этом. Пятница, как одна из пятниц. Я пошел сюда, что-то снимаю этот, убираю этот остаток цемента, там остаточек небольшой. Под ним газеты, и надо будет все-таки, да, много газет, надо будет пройтись брызгалкой и ножиком убрать их оттуда. И в целом тут хорошо, на этой стенке справа, которая, в принципе, нормально получается, вот после машины получится все хорошо. А здесь как-то, ну, так оно осталось чуть желтовато, не знаю почему. Не хочется. Не хочет. Оно-то хочет, мы как бы взбадриваем этот слой немного, да, это промыто. Скорее всего, это вышла желтизна из-за того, что мы промыли, плюс мы хорошо, когда мы снизу чистили, возможно, мы не так обильно смачивали обои, как сверху, потому что мы заливали их просто. Соответственно, вытащили оттуда желтизну вот этих вот драночек, досочек и так далее. Не идет оно, но вот я труд сам вот думаю, что, может сильнее, не в силе дело, но вот так оно осталось, там это не клей, нет. Это ни разу не клей. То есть это прям желтизна такая. Ну ладно, мы сделали, наверное, все, что в наших силах. Сейчас пройдем, щеточками пройдем полностью. Ну и будем расшивать, удалять что-то, не знаю, прочищать. Немножко ломать, да, прочищать драночки будем. И чего еще? Ну и укреплять саморезиками. Да. Подтягивает там Ксения драночку, подукрепляет, что-то она болтается, чтобы она не болталась. А еще Ксения здесь крутит саморезики, потайчики. Вот. А я почти сделал стенку, но нам же скоро надо будет идти. Почти, в смысле, я не успел. Они занимались вдвоем там, расшивали, расчищали, очистили таки дранку от остатков штукатурки. При этом чистенько. Я думал, быстрее будет. Не будет оно быстрее, оно будет медленно. Стену я прочистил от остатков краски, остатков обоев, убрал цементик там. Подготовил, можно будет пройтись, порасшивать трещины. Коих здесь очень мало, они больше вот здесь, возле этого самого, возле дверного проема. Тут что-то есть. Ну и тут когда-то была какая-то штробка древняя. Подукрепить тоже, вон трещину вижу. Ну, это стандартно, они здесь всегда трещат, потому что мы знаем, да, что доски здесь идут вертикально, а вот здесь горизонтально. Вот. И поэтому вот эти вот места на углах коробок, вот туда вверх, всегда трещит. Это нормально совершенно. А вот эта стенка у нас получается, она все-таки, может, кто не видел, или я говорил, не говорил, не суть. Здесь доски идут горизонтально. Горизонтально, ряд досок, между ними там следующий с той стороны, сантиметров 12 или 13 промежуток. Там, наверное, столбики такие стоят, которые как бы поддерживают все эти доски. Потом звукоизоляция старая и утеплитель, и все вместе. Пакля какая-то типа, да, и драночка. С той стороны, наверное, так же. Ну вот, и здесь очень плохая слышимость, мы соседей слышим плохо. Там чуть-чуть бывает что-то слышно, но звукоизоляция это работает. Вот такая вот. Хорошо. У нас понедельник, 31-е. Продолжаем мы работу, заниматься. Стеночка справа, это у нас первая левая комната. Стеночка справа,
там уже сделали эту стену, подготовили, прокрасили саморезы, все подукрепили. Вот так это выглядит. Угу. Расшили трещины. Вот. Подготавливаемся под штукатурку. И параллельно делаем еще вот эти вот валики, собственно, внешние части откосов. Вот Саша что-то прорезаешь, да, прорезает сюда, вон трещина какая-то. Это можно было даже не показывать. А я показал, и что? Выкинь его тогда, если он там не делает. Что делать? Здесь у нас низа сделаны. Уже Как-то. финиш. Финишный финиш. Идет работа, в общем, занимаемся. У нас по той стороне, получается, слева у нас окна зашпаклеваны, вот эти вот валики и откосы, они зашпаклеваны, потом надо будет пошкурить их. Ну, сейчас как-то постепенно вот здесь делаем, подготавливаем, поскольку нам надо как-то время занять чем-то, чтобы приготовить 2 стены, как минимум 2 стены, потом загрунтовать, потом еще раз загрунтовать адгезионным грунтом вот эти вот места. А, и обеспылить надо еще будет, конечно же. Вот эти вот места еще раз прогрунтовать мощно, хорошо. И только потом, это 2 дня, только потом можно будет штукатуркой заниматься. А я буду сейчас играться игрушечкой. Здесь штукатуры, которые делали как по машинным нанесениям. Здесь вот кусок кирпича какой-то был, здесь кирпичная стена, там кирпич походу был. И они типа, мы дранку не трогаем. И они не тронули дранку, они сделали все, кроме дранки. То есть они оставили здесь такой блок с дранкой. Вот. Это как какая-то когда-то бывшая дверь была, поскольку вот там у нас, я уже говорил, да, там у нас как бы лестничная площадка, сюда вход, там дверь была, но ее заделали сразу во время, ну, как бы, до эксплуатации еще. Короче, моя идея заключается в том, я хочу какая идея? Никакой идеи, действие. Я хочу проармировать стык разнородных материалов. Здесь кирпич и здесь дерево. И поэтому я удалю кусок штукатурки, ну, вот, наверное, сантиметров 15 я постараюсь, хотя бы вырежу тут как бы паз такой, как четверть, углубление вырежу, чтобы можно было здесь все сеткой. Дырени вот эти вот надо будет запенить, естественно. И надо как-то сеткой это все заармировать, чтобы хоть как-то минимизировать ту трещину, которая там обязательно, скорее всего, будет. Поскольку доски, кирпич. Попробуем, сделаем. Здесь я сделал, на этой самой, вот здесь у меня был кирпич, здесь печка сзади, да? Вот, уже подсохло, кстати, но я не вижу, чтобы какая-то трещина прошла, может, еще не досохло. Вот здесь были доски где-то вот кончались, и здесь начинался кирпич. Пока я не вижу растрескивания. Ну, буду надеяться, что это сработало. Я здесь проармировал вот этот вот стык разнородных материалов. Я буду резать, наверное, порежу этой самой. Вот такая мини-пила есть, у нее есть диск там для этого самого. По камню там и так далее. Ну, попытаюсь сейчас прорезать эту штукатурку хотя бы на 2 сантиметра, сантиметров 15-16, сколько там, вот так в сторону. А почему? А я вот переживал, я смотрел, мы же шкурили потолки там везде, да, по правой стороне от коридора, получается. Не нашел я трещины, а здесь нашли, вон Саша поднялась, я даже отсюда ее вижу. Ну, вот тепло, мы сейчас пушечка тут работает, и как бы чуть-чуть радиатора, здесь довольно тепло, я в футболочке. Как бы, и прошла трещина. Вот есть, вот я ее вижу прямо отсюда. Ну, классно то, что мы ее заметили, мы сейчас можем ее сделать. Было бы удивительно, если бы здесь не было трещин. Это старый потолок, там сверху ходят люди, тусуются, прыгают, бегают, там катаются автомобили, там есть ямы. Мы на 2-м этаже, тут все вот так ходуном. Нормально, хорошо, что мы ее сейчас заметили и можем оперативно заделать. Вот. Пока одну нашли. Ну, одну. На такой квадратуре потолка. Посмотрим. Но я связываю это как раз вот тепло, холод, тепло, да, вот. Почему-то не очень активно работают эти радиаторы. Но вообще не горячая, такая, чуть более чем теплая. Вот труба отопления. Не знаю. Ну, тут градусов, наверное, сверху градусов под 20, наверное, будет, может, 18 под потолком. Но это все равно, потому что, естественно, был период, когда отопления не было, когда резко стало холодно, то есть влажность, холод, и теперь вот так. И классно, что мы ее заметили, мы ее заделаем. Да. Что говорила? А я переживал, да? А я переживал, я реально переживал, я удивлялся. Как это так трещин нет? Не может такого быть. Да, не может такого быть. Есть. И она, кстати, да, она через карниз не прошла, через падугу карниза она не пошла, она пошла на потолке, вот по этому самому. Вот в этой плоскости, как бы потолочная часть карниза, где много архитектурных обломов.
На потолке ее нет и в падуге ее нет. Она пошла вот в ослабленном месте. Тут сетка держит что-то, там сетка тоже что-то держит. А вот в этом самом, как бы вот в этой сложной части она прошла. И причем Саша говорит, что возможно где-то рядом со старой, да, она пошла? По старой. А, по старой пошла. Ну, может быть, что недостаточно где-то прогрунтовано. Что она такая крупная, это прям... Ну, значит, подвижки есть, движения какие-то. Ничего, переделаем, перегрунтуем. Ничего такого. Хорошо, что мы ее сейчас заметили, и мы можем ее устранить. Да. Привычное ее место. Привычное место? Ну да. Ну что, попробовал на этом самом, да, удобно мне, в рост. Как бы встал, попробовал, прокатит или не прокатит. Да, это делается. Я зарезал чуть-чуть под углом с этой самой штукой. Потом выпрямил, как бы, и зарезал еще несколько раз. Но вот сверху вниз я не хочу. Это опасно довольно так делать. И дальше инноватором. Ну, получается тут больше сантиметра. Мне, в принципе, хватит, чтобы это все перекрыть, наверное. Лучше бы, конечно, содрать до самого основания, но это очень трудоемко будет, если я буду пытаться убрать ее в ноль, прям до кирпича. Поэтому что-то я уберу, и как-то я смогу сюда сетку проложить все-таки. Сколько-то уберу. Но не получится мне до кирпича, это будет очень трудоемко. Тут надо будет несколько дней это делать. По чуть-чуть, хотя бы что-то, хотя бы куда-то я смогу уложить сетку как бы в штукатурный слой. И это уже будет лучше, чем если так не делать, по моему мнению. Поснимай, говорит, какой я классный. Я не классный. Был бы классный, я бы таким не занимался. Очень удобно ею, удобно ручным инструментом это делать, и потом чуть-чуть за собой вот убирать этим реноватором, поскольку, ну, реноватором подрезать очень долго это получается. А так по чуть-чуть, по чуть-чуть. Казалось бы, да, веселее всего пошло кирочкой, просто кирочкой. Шлеп-шлеп и все. И вот аккуратненько, тихонько, без супер ударов там, без ничего, аккуратно, аккуратно, аккуратно. И вот. Вот так. И хорошо. И я делаю такие, я вот реноватором делаю такие замки сюда. Можно даже, скорее всего, вот так. На новую штукатурку сделать просто замки, чтобы как-то оно связалось получше, наверное. Чтобы не было прямой линии разрыва. Чуть надрать это все дело. Так. Вот так вот. Ну и насечку вот тут я сделал такую. И вот можно ее еще дальше продлить. Наверное, лучше это делать чем-то другим, наверное. Чем я делал тут? А вот этой штукой я делал, то есть там зуб такой толстый, мощный. И вот им надрать, увеличить площадь. Соприкосновение. И вот это вот все так вот. Чтобы везде, чтобы все как-то оно связалось. Ну, как бы, мне кажется, так будет лучше, если, чем оставить просто плоско. Вот здесь. Хотя я пытался резать под углом везде. То есть подрезал все под углом, чтобы больше площадь была. Как бы соприкосновение вот этой и новой штукатурки, когда здесь будет. 1 ноября. Поздравляю вас. Ура! 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 Ноября? 1 Я ноября. ненавижу ноябрь. Ну ладно. Короче, что, начали, шпаклюем здесь окна. Здесь приготовлены у нас стены под грунтование. Полностью все сделано, обеспылено, выпылесошено даже. Купили веселую грунтовку по металлу. В такой же баночке. Вот такая банка. Там, видимо, был красный у нас. А вот тут, оказывается, была маркировка цвета. Там я в строителе покупал, такие они маленькие просто. Зачем литровая не нужна тут? И веселый зеленый цвет такой прикольный. Ну, такой маркер получается. Видно хорошо, где сделано. Стены приготовлены. К вечеру ближе можно будет загрунтовать, поскольку я хочу после грунтования обычной ГГП еще пройтись и вот такие вот как бы примыкания, вот эти вот старые места старой штукатурки еще адгезионным грунтом. Но это завтра можно будет делать уже. Вот.
такая идея. Угу. Я занимаюсь здесь маяком. Хочу я сюда маячок шлепнуть. Я уже приготовил его, подрезал. Маячок здесь у меня 10-й. Я туда вот на стенку ставил 6-й маяк. Я, по-моему, не говорил, как делал, да? Что используя эти креммены, как они там правильно называются, короче, для маяков вот эти штуки, мне показались они реально удобными. Раньше мне не приходилось на потолках такими работать, там нет таких расстояний в массе. Ну, классная, прикольная штука. То есть, получается, я померил сюда, куда шляпка вот заходит, получается плюс 2 миллиметра. Соответственно, 12 миллиметров сделал. Вот, стена есть существующая, по существующей стене. Ой, падает маячок. Сюда саморезик крутил, плюс, получается, от уровня правила минус 12 миллиметров. И как раз все будет ровненько. Потом можно будет промерить еще раз, 3-метровым правилом прокинуть и уже выровнять как бы эту плоскость. Здесь я вчера все сделал, прям вот это вот все работу произвел. Везде насечка, везде замки поделал. Ну, надеюсь, это будет служить чему-то полезному. То есть, чтобы здесь перекрыть сеткой. Вот доска и вот здесь кирпич. Угу. И здесь сохнет. Когда-то надо будет заделать этот маяк уже. Я думаю, уже, наверное, и подсохло. Уже неделя прошла. Может и больше недели. И плюс там кирпич в основании. Ну, не знаю. Здесь армировал я тоже вот этот самый кирпич дерева. И пока трещин незаметно. Надеюсь, что ее не будет здесь. И Ксения здесь начала подшкуривать. У нас полимерная шпаклевка в падуге, полимерная шпаклевка на потолке. И вот она проходит и подшкуривает то, что мы нашпаклевали. Оставляя мне полосу, широкую полосу только потолка, я машиной потом пробегусь, 200 какой-то там наждачкой, 40-й, да, и проделаю эту работу. А ты какой, 150-й? Да, 150-й. Сметочку я тебе принесу. Ну и ладно. Вот. Так разделяем труд понемножку, потихоньку, чтобы не сбиваться в кучи, чтобы делать и то, и то, и то, потихоньку двигаться. Вот здесь мы шпаклевали эти самые валики, тоже можно будет когда-то их пошкурить. Ой, какие они некрасивые все в задирочках. Ну ничего, пошкуриться будет нормальненько, классненько. При необходимости еще чуть шпаклянем что-нибудь. Угу. Потихоньку движемся. Что говорил про маяки, что там 6-й, здесь 10-й, там 6-й, потому что надо было прижаться где-то, да, здесь 10. Маячок был. Что хотел, многим, может быть, не очень-то известный микролайфхак из области вот, измерений угольником. Я думаю, камера увидит. Вот у меня на 12 миллиметров, здесь мне надо 12 миллиметров отходить от существующей плоскости, да, ставить вот эти вот, саморезы вкручивать. И на угольнике обозначается 12 миллиметров этим самым карандашиком. С одной стороны делаешь себе и с другой. Потом можно стереть, когда не нужна эта отметка. Так удобнее, поскольку вылавливать, когда тебе много раз надо куда-то прикладываться и вылавливать, например, 73, это будет очень неудобно. То есть они ребят в глазах, ну, как бы деление. А когда вот я знаю, мне надо 12, и вот длинная полоска, я ее вижу прекрасно, 12 миллиметров, я сразу хоп-хоп и сориентировался по ней раз, точно выставил, куда мне надо. Там, например, раз, вот я 12 сразу выставил. То есть я, ну, такое где-то кто-то мне когда-то показывал давно, и такое удобно применять. Вот при одинаковых измерениях, либо если несколько измерений, там столько, столько и столько, выставить такие вот меточки. Так, а что у нас вечереет у нас тут? Ксения, это 4-е окно. Саша сначала делали, потом Саша вот тут сражалась новодельный вот этот верх у нас горизонтальный был. Саша он подправляла чуть гипсом со шпаклевочкой, подправила этот углы, чтобы они сходились везде. Вот. Ну, с моей точки вроде норм сделала. Надо будет, может, оставить это место, шкурнуть, потом тем что-то высохнет, не знаю, посмотрим. Так, пойдем еще посмотрим, что. Да, 4 окошка зашпаклевали эти самые. Вот, валики. И Сашу мы отправили на передовую, на самую передовую. Вот, передовицу на передовую. Ты же наш передовица или передовичка? Передовуха. Фу, может, передовеса какая-нибудь? Ой, боже мой. Вот, грунтует она это самое. Сколько у тебя? 2 к 1? Да. 2 к 1 обычный. 2 чего? 2 воды? Да. Да. 2 воды. 2 воды. Тиффингрунт обычный. Кнауф. 1 раз сюда. Тут норм очень крепко, классно. И 2 раза вот сюда. Вот в эти вот места 2 раза. И желательно бы и кистью это растирать, если что. А где твоя кисточка, кстати? Тут пылесосили. Но все равно лучше бы порастереть.
Ты лучше по раза 3. Я тут так заливаю, что даже стирать нечего. Ну, все равно. Не-не, лучше по раза 3, за 3. Чтобы это самое, не было капель там, и так лучше будет. А мы вот, да. Ну, Ксения, да, доделывает возле розетки по кругу, а я половину уже сделал этой самой. Вон видно пятна. Прошел 240-й, как и говорил, наждачкой. Оно нормально получается, гладенько и классно. Угу. И таким образом у нас, можно сказать, этот потолок будет готов под покраску. Вот сейчас как закончим. Вот эти места мы делали. Где новая стена, это новая стена. И мы отходили. Немного видно, я думаю, видно, где шпаклевали. Вот тоже сейчас подшкурили. Нам осталось в этой комнате только подшкурить валики. Ну и может по надобности еще раз их мазнуть. И будет хорошо тогда. Вот, и так сегодняшний рабочий день наш на этом будет завершен. Опять второе? Или опять поснимать? Что-то поснимать, да. Ну что, Ксения проходит, все загрунтовано. Вчера было, да, чуть покоричневело. Тут поменьше с этой стороны. Ксения проходит вот все вот эти вот места. Вот такие вот это вот все. И всякие места, где есть штукатурка старая. Она проходит адгезионным грунтом. Остатки у нас остались. Это грунт ВП. Ну, чтобы оно покрепче было. А я пойду, мы будем дальше, скорее всего, продвигаться по комнатам. Будем заниматься стенами вот здесь. Вот эта дичь вся. И вот такое. И мне надо будет здесь поубраться. Вот и вешалки наши, тут и куски гипсокартона, профиля. И все надо вытаскивать, растаскивать. Потому что вот эту комнату и вот эту надо будет в работу взять. А тут тоже навалено всего. Надо освободить. Я буду заниматься пока этим. Буду придумывать, куда распихивать все. Стандартная тема по 100 раз переносить. Все эти гипсокартоны, все эти профиля. Ой-ой-ой, ладно. Займемся. Сегодня мы только вдвоем. Завтра оставим и еще Ксении поиграться с откосиками, с этими, с валиками. 2 окна у нас. Мы не хотим их делать. Мы ей оставим подарочек. Она по врачам что-то пошла, а мы ей еще и подарочек оставим. 2 окошка завтра доделать. Ну и ладно. И будет уже как-то сделано. Можно будет потом шкурить, что-то сделать с этими вот пространствами. Что поэтому? Ты не будешь курить, поэтому хочешь поснимать. Ну да, чуть-чуть. А мы решили в рамках больших этих самых миграций, тут нам надо освободить это место, все почистить, подшкурить, чтобы можно было сюда раздевалочку поставить, туда вещи закатить, короче, вот такое. Решили все-таки подшкурить здесь полностью. Я прошел этой самой шлифмашиной, стенку. Низа надо карнизов дошкурить, и надо дошкурить вот здесь. Вот это вот что-то, кое-что. И оно не получилось за раз. О, видно, косяки. Не вышло за раз подровнять. Ну ладно, придется еще раз. Но уже потом надо будет перегрунтовать. Сейчас же пыль везде, да? Перегрунтовать и уже потом еще разочек это самое подшпаклеваться. Ну вот так оно выглядело зашпаклеванное. Вот, брусочком и вперед. А здесь, кстати, плоскости я шлифмашиной прошел как-то. Ну вот сюда не подлезь я прям к окну, конечно же. Надо будет вручную вот здесь подшпаклевать. Ой, подшпаклевать, подшкурить. И вот так. И вот так. И вот так. Везде ямки какие-то видно. Хотя я тоже здесь машиной шел, но вот так диск. Не знаю. Значит, еще раз. Ничего такого. Еще раз делаем, значит. Ну, с каждым разом оно становится все лучше. Было бы... С моей стороны было самонадеянным, да, вот так думать, что за раз получится. Нет, не получилось, но за раз. И да, это Rodbond Finish, он очень жутко забивает наждачку. Это 120-ка, и вот она какая. Раз 10 провел, и вот так. Ладно, будем подготавливать дальше комнатку. Ну, а ладно, завтра решил это самое сделать. Задел чуть-чуть себе сделать эти самые липухи, маячок прижать, и сетку сразу продел сюда вот. Тут доска, тут кирпич, и вот здесь будет сетка. Может быть, еще сюда кусками какими-то дойду потом, потому что у меня крепление, как-то я не подумал, может быть, надо было чуть ниже его сюда поставить, сантиметра 3-4. Вот. Ну и так будет норм. Тоже я уже как-то программировал, и еще сюда подойдем потом сеточкой. Вот сюда вот, в эти места. Сюда побольше растворчика забьем, и будет нормальненько. И можно будет все это армировать, вот эту дичь. Потом до завтра как раз будет нормально. 3 ноября у нас. И будем сегодня штукатурить, всякое подштукатуривать, разное много. Я вытаскиваю вот этих вот товарищей. Эти крепления крепеж для маяков. Вот. Чтобы там не оставались они мне удобно и еще пригодятся здесь. Я думаю, что
Да. Ну-ка. А, вот. Достал. Пойдем посмотрим. Сегодня мы все в сборе. Чем там всем занимаются все. Делаешь? Она просто кисточку кладет. Что-то ходила, подкрашивала. У нас зеленая веселая штучка там была. Так, в стене тут окно. Мы ей специально оставили, чтобы она страдала. Просто страдание. У нас это самое, официальная парадигма или что у нас, как это называется? Ну, как бы общественный строй вот этот. Ну, короче, это все крутится у нас вокруг мучения. Что у нас? Нет, это даже не лозунг. Ну, в общем, общее настроение у нас состоит, у нас состоит из неких страданий и мучений местами. Ужасно? Я не одобряю и не поддерживаю. Она не одобряет, не поддерживает, но не очень-то весело шкурит. Ксения вчера попробовала, говорит, я что-то не понимаю, куда там направления какие-то, что это. Ну, вот Саша выравнивает еще раз. Отлично. Вот это самое, чего. Идем потихоньку делаем, всякое разное. Вот. Доделаем это крайне последнее окно. О, валики эти несчастненькие. А что, я проармировал стыки. Ксения там штукатурит, шлепается. И вот, сеточку везде проклеил, все сделал нормально. И на этом участке я попрощаюсь с Волмой Гипсактив. Я специально взял ее сюда несколько мешков, чтобы закрыть этот участок, потому что здесь Волма Гипсактив, и чтобы здесь она была тоже. Дальше мы пойдем обычным ротбандом. Вот, там несколько мешков есть, нам хватит на эту работу. Пора отказываться от этого чувака, короче, это не круто. Она, ну вот я мазал ее, уже больше часа, наверное, прошло. А мне же надо накидывать еще, тут вот такой слой, вот такой слой. Не знаю, хорош. И то, что разные мешки, нет, вот закончим эту работу с ней, и дальше будем обычным ротбандом заниматься, и будет все понятно, предельно ясно. То есть короткое время сделал, чуть-чуть намешал, не надо много. А это все, это дичь. Ну, как бы, ладно, сейчас доделаю, добью этот участок и вот. Ой. Так, и чего? И чего? Со мной такое первый раз приключилось. Нас осталось вот, сколько-то там. Вот. Вот, ничего у нас не осталось. Нас не хватает штукатурки. Чуть-чуть, буквально вот пару небольших каких-то там чего-то. Там чего-то и чуть-чуть на этой стенке. Вот. Чуть-чуть каких-то этих самых саморезиков замазать. Вот я вижу одну маленькую такую дырочку, угол. Вот там чуть побольше дырочка и все. И как бы и нам, ну, не хватило нам штукатурки. Вот так. Реально не хватило там килограммов 10. Придется завтра, наверное, Ксения говорит, что есть возможность у нее притащить нам мешочек. Они могут заехать автомобилем, заедут в этот Максидом, наверное, и купят нам 10-20 килограмм, чтобы точно хватило. Да, ну ладно, что, ну хорошо, что. Главное, что все большое заделали, то, что надо было заделать. Остались мелочухи, ну завтра, значит, закончим, что делать. Только главное вот это вот, видишь там? Вот тут, да, сделаем такую V-образный там, чтобы был. Ну и ладно, и завтра, значит, доделаем. Вот, мелюзга осталась, прям реально мелюзга. Гвоздики вот эти вот. Я думал, гипса шпаклевкой, а шпаклевки как бы у нас и немного, то есть, а тут уйдет, ну, наверное, ведро уйдет, то есть, аджеску тратить сюда, аджеску для того, чтобы с гипсом смешать. Можно было, наверное, не особо и было бы стрёмно. Ну, не знаю, лучше сделаем штукатуркой тогда, если есть возможность завтра. Ну да, дорого, реально дорого. Сейчас мешок джески 1000 рублей. У нас уйдет полмешка джески ценой большого мешка ротбанда. Так что никто нас особо тут как бы какой-то специальной спешки, чтобы сегодня закончить, у нас нет. Ну, значит, завтра доделаем там вот это вот чуть-чуть, там какая-то старая штропка осталась, вот такую мелюзгу. Ну и что? Ну и ладно, и пожалуйста. Да, и что, кстати, про ротбанд. Что, как вам вообще ротбанд? Да? Да, он предсказуемый, он работает, он реально работает. Александр, а вы что скажете? Что говоришь? Мне нормально. Она говорит, ей нормально. Понятно, в общем, мне лучше, ей удобнее работать. Этот гипсактив они брали сюда для этих самых, для стен. Мы что-то как-то пошли им делать. Да вроде норм, но он очень-очень так. Хотя сегодня там несколько мешков было в заказе. И вот здесь он работал как будто бы и нормально там. И часик, чуть больше часика держится, но он непредсказуемый, просто непредсказуемый. Будем дальше
по стенам работать ротбандом. Именно ротбанд штукатуркой. Вот так. Вот и все. Вот так-то. Да? Да. Да. Все. Он удобный. Он удобный. Да, он удобный. Пятница, 4 ноября. Все празднуют, и мы тоже празднуем. Вот с таким лицом вот Что мы празднуем. празднуем? Праздники празднуем. Какие еще У нас праздник, День труда. А, Очередной, понятно? класс. Начали мы, пришли в этот самый, сюда, в эти помещения. Дальше пошли чистить, будем очищать от обоев, очищать от каких-то новых вот штукатурок, что-то там, ну как новых. Они раньше, ну как бы раньше следы раннего ремонта, надо будет заделывать эти проемы и так далее. Много всего интересного. Саша говорит, я буду штукатурить. Будешь? Будешь. Ты что тут уборки нам делаешь? У нас тут свинюшник. Ну это так кажется, на самом деле у нас там все по местам лежит. Чего говоришь? Лучше не показывать. Мы складываем на стол то, что нужно, чем всегда пользуешься, молоток, там, то, это. Так-то все у нас сложено в ящиках, в коробках, и как бы довольно понятно и ясно, и стараемся всегда вещи на свои места возвращать, ну, по понятным причинам, чтобы потом не бегать, не искать. Я начал отдирать маяк, он тут не нужен. Ну-ка, пожалуйста, отсюда. Вчера было рано это делать. Вчера бы, если бы я так делал, то я бы тут все разрушил. На данном этапе я хочу вытащить оттуда саморезы, которые оставались там для крепежа, которые были. И мне в этом, наверное, поможет вот этот товарищ. А ну-ка, давайте искать. Я должен найти. Да, нашел. Значит, надо расковырять здесь. Да, его не видно. Он где-то там под штукатуркой остался. Так, сделаю. Опа. А, ладно. Зацепился, классно. Сейчас мы его найдем. Да, вот он. Черный саморез этот. Не нужен здесь. А ну-ка, назад возвращайтесь, пожалуйста. Нет, ножу хочет липнуть лучше. Одной рукой. Опа. А, вот так пускай будет. Одной рукой. Не очень-то удобно это делать. Сейчас я все понахожу. Там сколько? 6-7 штук было. И это самое повыкручиваю и ударю их оттуда. И Саша будет штукатурить, достукатуривать. Нам подогнали мешочек штукатурочки, подвезли. Так что вот, осталась мелочуха со вчерашнего дня. Не хватило. Ну и ладно, не хватило и не хватило. Ну такое, ладно, мелочь вот это вот надо что-то делать. Что-то успели вчера, когда была еще, ну что-то не заделали. Значит, сегодня можно заделать. Главное, что мы нигде не переходили через большие слоя, ничего такого. Так что мелочь заделаем сегодня. Ну и получается, да, что... Это все, оно будет там вот такой слой. Это будет сохнуть долго, это будет реально долго сохнуть. И я думаю, что шпаклевать эту комнату, заниматься шпаклеваниями старых стен в этой комнате, мы будем уже тогда, когда это высохнет. И, наверное, вместе вот с оставленным куском, вот здесь оставленный кусок, здесь не шпаклевано тоже, где заделали прихожую. Здесь уже высохло, скорее всего. Ну, этот участок подождет, и вместе можно будет эту операцию как бы совместить, чтобы вот этот остаточек, вот эту недоделочку завершить, и как бы все вместе... чтобы что-то двигалось. Поскольку мы в тех двух комнатах, которые нам остались, с той стороны мы застрянем на какое-то время. Как раз будет время для того, чтобы вот это высохло, а мы будем там дальше чистить. Ну вот как-то вот так пока. И, наверное, на этом надо закончить будет нам этот видеоролик, поскольку я смотрю, там опять будет большой какой-то, более 2 часов. Поскольку я только сегодня вот загрузил видеоролик, который включает весь наш сентябрь, стеночки, потолки, и там под 3 часа. Я делаю это на добровольных основаниях, и я делаю это так, как могу делать. То есть, когда у меня есть настроение и силы, я могу этим заниматься, поскольку ты работаешь на работе, а потом приходишь на выходном каком-то, и ты весь один выходной, ты как бы смотришь и делаешь видеомонтаж ролика про ту же работу, которую ты только вчера делал. Это не очень так как бы весело. Ну и мотивации как таковой, особенной мотивации нет. Вот и есть настроение, так и делаю. И все равно, мне же доступна статистика. Я вижу, сколько чего кто смотрит. И 10 минут ролик, 5 минут просмотр средний. Час ролик, 5-7 минут просмотр средний. 2 часа ролик, 5-7 минут средний просмотр. Все клиповые сознания люди прощелкивают. Ну и ладно, и пожалуйста. Так что вот, идет как идет, получается как получается. Всего вам доброго, до свидания. Пока-пока.